Так, раз. Ага. Всем привет, ребята. Всем привет. Начинается стрим по Remnant from the Ashes. И в какой-то мере это будет сбор материала для будущего видео. Так что иногда я буду очень сосредоточенно нести какую-то диалог сам с собой, как сейчас. Ну и как бы так. Ладно, давайте-ка начнем. Remnant from the Ashes. Так, надо бы еще, кстати, настроить мне чуточку настроить горячие клавиши. Угу. Так. Да, сейчас начнем. А как же... Ну, видимо, это как-то иначе делается. Сейчас я попробую кое-что попробовать. Как говорится... Так. Ну вот как бы работает, но немного не так, как я хотел. Угу. Даже такая функция есть. О, тема. Все хорошо. Так, все. Я, в принципе, готов. А вы готов? Думаю, да. Уберем музыку. Итак, начнем. Привет, енотик. Привет, Виктор. Здорово, ребята. Ну, енотик, я правда запущу Free Fire. Ну, погоди, я сейчас очень сильно сконцентрирован на создании этого видео. И 2 дня, кстати, отдыхал в деревне. Хорошо время провел, кстати. Так, ага. Прям сегодня хочу создать видос нормальный такой по... Ну, хотя бы, ладно, просто материал соберем для будущего видео. Для начала, наверное, сделаю просто гайд по данной игре.
гайды, вот, которые вот выходят потихонечку по данной игре, они такие себе прям хрень полная. Я хочу сделать супер видео, которое будет гордостью моего канала. Ну и вообще, надеюсь, привлечет какое-то количество людей. Итак, давайте-ка начнем сначала. Вот. Что-то тихо тебя слышно. Тихо? Ёпки. Погоди-ка. А так нормально? Так нормально? Нормально? Надеюсь, нормально. Ладно, вот так вот. Вот так вот до середины ставлю. Вот. Ну да. Так должно быть лучше. Вот все. Итак, давайте-ка начнем. О чем мне там говорил видео? Так. Да. Итак, короче. В начале игры вам дадут на выбор 3 класса. 3 класса. Класс охотника, отступника и утильщика. И самый лучший из них это же, конечно, набор отступника. Набор утильщика и охотника, это, ну, реально это мусор на самом деле. Это полнейший мусор, так как таланты, которые дают в начале на них, это, по-моему, как она называлась, я вот сейчас точно не скажу, но, блин, она, по-моему, называлась Мастер теней и какая-то хрень, я не помню. Ну, короче, полная бесполезная фигня. А при выборе отступника там полно плюсов, просто куча плюсов. Вот вы вначале получаете сразу же талант дух. Что дает вот талант дух, да? Это зарядка модификатора на 12 сколько-то процентов в начале. Это очень большой прирост. И к тому же вот набор сектанта. Сет брони сектанта. Ну или как он называется, иначе прорицатель. Вот, отличная вещь, так как оно дает вот плюс 50% к зарядке модификатора при критических ударов. Ну, криты у вас будут вначале не часто вылетать, но если уж вылетят, то, блин, поверьте, вы получите такой огромный прирост к модификатору, что это очень сильно поможет. А модификатор, на минуточку, это активный навык, который вы будете очень часто использовать. Активный навык вам спасет вашу жопу не один раз. При самых критических ситуациях она будет, ну, очень сильно вас выручать и спасать. Особенно при использовании вот оружия опустошителя. Но о нем вообще попозже. Это отдельная история про оружие. На самом деле на каждое оружие чуть ли не нужно делать отдельные видео. Им надо уделять очень много внимания, так как добыча, например, опустошителя, это, сука, испытание. Это просто жесть какая-то. Особенно в соло. Так. Далее пойдем. Так, что у нас еще? Да, в начале игры вы можете прокачать свой стандартный скорострельный пистолет до плюс 4 или даже до плюс 5. Как я уже ранее говорил, вам просто необходимо ломать ящики. Разрушаемые предметы. Их тут полно на самом деле в начале, в хабе. И также тут имеется один такой прикольный секрет, о котором я узнал позже. Я вот все догадал, что там за комнаты и так далее, за вентилятором, и как остановить вентилятор. Вам нужно спуститься на 3-й подземный этаж.
Или на второй, если не считать там, где вы находитесь изначально. Спускайтесь на уровень B3. На уровне B2 вы, кстати, найдете предохранитель. Когда вы ставите предохранитель, предохранитель даст питание на дверь. И вы с помощью карты, которую найдете в убежище основателя, сможете открыть эту дверь. Но после того, как вы открыли дверь, рекомендую сразу же отключить питание. Вот, отключаем питание. Идем сюда. И вентилятор, блин, остановился. Понимаете, я этого еще ни разу не делал, но это охуенно. Так, вот мы пришли. Итак, что у нас тут? Коробка с патронами и универсальный ключ полка 13. Берем это добро. И идем. Так, далее куда идти? Сейчас я по ходу буду вспоминать. Ага. Тут, по-моему, ничего нету, ничего не должно быть. Тут, кстати, много стульев, их тоже рекомендую поломать. Тут тоже будет много чего, что можно будет поломать. Так. Вот это вот зеркало, это, ну, вообще в конце оно только вот будет актуально. И тут больше, по-моему, ничего не было. Хотя вот в той комнате, вот сюда вот стоит прийти. Ага, мини-секретики есть, да. И тут в конце будет лежать фолиант знаний. Это +1 к таланту, по-моему. Я вот точно не помню, но, по-моему, там лежал фолиант знаний, если я не ошибаюсь. Идем дальше, на второй этаж. Не знаю, перед уходом тут стоит включать свет или нет, но давайте включим, пофигу. Просто чтобы было. Так, у нас есть универсальный ключ от блока 13, и мы с этим ключом идем на второй этаж, на уровень B2. Итак, уровень B2. Это первая дверь, которую вы откроете в блоке 13 с помощью ключ-карт от блока 13. Используйте его здесь, и как вы только в первый раз войдете сюда, вы здесь увидите фолиант знаний, который будет лежать, ну, где-то на этом столе. Берете его, там, если хотите, читайте всякие разные журналы и так далее. В принципе, интересно, дает понятие того, что здесь происходит, что это за блок такой и так далее. Ну и почему, конечно же, все это вот вообще вот происходит. Очень важная комната, просто супер важная. Я даже вот, я бы сказал, что сюда надо прийти сразу же после того, как вы возьмете ключ-карту от блока 13. Берете фолиант знаний и сразу же бежите вот в эту комнату, бегите сюда и включайте вот эту вот запись. Как только вы его прослушаете, а точнее только нажмете на Е, вы получите самый, сука, важный талант. Ну, один из самых важных. И его надо прямо брать в самом начале и прокачивать его, ну, по мере вашей возможности. Ну, важная хрень. Потому что чем раньше вы его возьмете и прокачаете, тем выше у вас ранг будет в дальнейшем, при поздних этапах игры. Это очень важно. Вы получите талант знания старца. Знание старца. Это бонус к опыту, получаемому при убийствах мобсов и, ну, и тому прочего. То есть это очень важная штука. То есть, когда вы прослушаете вот эту вот непонятную фигню, вы получите такой очень важный талант. Идем в третью комнату. Тут, по-моему, вы найдете предохранитель. Где-то он здесь будет лежать. По-моему, где-то тут или здесь они... Ну, точно не знаю, но где-то вот на этом уровне вы найдете предохранитель, который вот нужен для уровня B3. Так, вот тут у нас что? Вот тут я пока не знаю, что. Тут пока я еще... Если возможно включить кино какое-то, то я его, не знаю, не включал ни разу. И, в принципе, хер его знает. Ну, кинескоп, он не активный. Так, железо выпало.
Да, тут также включайте, слушайте журналы. Также тут можно вот так вот перелезть, тоже там всякие разные изучаемые предметы, по-моему, были. Играл пиратку вполне годно. Привет, Филипп. Да, хорошая. Тут также читайте журналы. И тут тоже читайте журналы. Вот тут вообще, я думаю, это дальнейшая отсылочка будет к DLC данной игры. Потому что спящий, который вот здесь был, да, он куда-то вот просто сам себя взял и телепортнул или переместил. Ну, что-то такое вот из того, что мы узнаем из журнала. И телепортнул он себя, не знаю куда, но он был хранителем какого-то снежного мира, которого нет в данной игре. Я думаю, в DLC будет какой-то 7-й мир, где будет зима, ну и что-то типа того. Итак, идем в конец коридора, заходим в это помещение, поднимаемся наверх и открываем эту дверь с помощью универсального ключа, который мы подобрали на уровне B3. Открываем помещение. И ни хрена себе, у нас здесь пистолет-пулемет. Да, УЗИ. Я его подобрал впервые. Вполне себе, походу, прикольная вещь. Имеет 310 патронов, ну и 35 в магазине. Ну что-то наподобие УЗИ, типа МП-7. Имеют неплохую скорострельность, хорошая отдача и кучность. Но правда урон у него пока маленький, но это уровень всего лишь 1, плюс 1. Урон 7, выстрел в секунду 16, а ЭБМ 35. В начале, кстати, в начальных этапах игры я бы даже, вот знаете, что я порекомендовал? Сразу же брать этот пистолет-пулемет и не качать, к примеру, скорострельный пистолет, который вам дали в начале. Просто тупо берете и качаете вот это вот, максимально вот это вот оружие. Максимально качаете вот это вот оружие, потому что каждое автоматическое оружие здесь в этой игре, но оно очень выручит вас. И дополнительное оружие, которое у вас будет в начале, это всегда будет что-то наподобие дробовика, винтовки, и автоматические оружия, они появятся, ну, не сразу у вас. Поэтому, чтобы как-то сбалансировать вас, ну, точнее, сбалансировать типа вашу скорострельность, что ли, и вашу эффективность в бою, то рекомендую такую вот связку, типа вот это вот УЗИ пистолета-пулемета. Ну и, конечно же, тут, например, снайперской винтовки, либо дробовика в начале двустволки. Очень, думаю, вас выручит на начальных этапах игры. Вы прям будете имбой, мне кажется, даже. Просто мега имбой с этой связкой. И все. Ну и, конечно же, после того, как вы все это сделаете, возьмете там набор отступника, возьмете вот это вот все добро, которое я сейчас показал. Вам будет необходимо... Так, сейчас скажу. Нужны вещички. Тут я у нее, пожалуй, возьму материальчики. Нет. Пока. Мне не нужно. Мне этого говна полно. Я думал, у нее будет люминитовый кристалл или что-то в этом роде. Так, подходите вот к этой твари. Вот эта вот женщина, вот эта вот хамка, сможет вам продать модификатор. Модификатор охотника нас конкретно интересует. Модификатор охотника называется метка охотника. Вот связки, вот метку охотника ставите на пистолет-пулемет и сюда вот на двустволочку, например, то, что у вас уже имеется, это модификатор лечения. Как он? Сейчас покажу, как он называется. Аура восполнения. То есть просто мега полезная хрень. И я думаю, очень имбовая связка в начале игры.
так как вы будете наносить постоянно крит урон с помощью пистолета-пулемета. Ну и в дальнейшем, конечно же, от этого будет зарядка модификатора получаться, и у вас уже аура восполнения будет, ну, реально как каждый раз, пока ты восполненная. Каждый раз восполненная она на вас будет, и вы сами себя будете лечить все время. То есть бесплатная хилка, даже осколком дракона не надо пользоваться. Просто кайф, я думаю. Что еще нужно в начальных этапах данной игры. Ну и в конечном итоге, конечно же, вы, скорее всего, даже наберете намного больший уровень ранга таланта, который у меня есть на данный момент. Я в этом более чем уверен, потому что я немного неправильно пошел в развитие. В начале игры я качал бодрость до 7 или до 8, а дух, ну, практически не прокачивал. Ну и знания старца, конечно, прокачивал, но не так часто, как я считаю. И все. Ну, это вот поначалу, по начальному этапу игры я даю совет пока что такой. Давайте-ка пока что переместимся вот сюда. Надо там пройти дальше. Почему не улучшаешь другие оружия, ресурсы ограничены? Да, в принципе, они ограничены. Сейчас объясню, в чем ограничения идут конкретно. Ну, сейчас. Особенно в начальных этапах игры у вас вот будут только такого рода ресурсы. Железо, и где-то на середине у вас только, ну, у вас будет закаленное извиняюсь, не закаленное железо, а кованое железо. И чуть позже оцинковое железо. Вот 3 ресурса, которые вы получите при первом прохождении только. Ну и, конечно же, люминитовый кристалл. Люминитовый кристалл — это второй по редкости ресурс. Самый, сука, редкий ресурс — это симулятор. Симулятор позволит вам прокачать ваше оружие на максимум. То есть прокачка оружия идет 4 этапа. Сначала идет прокачка оружия с помощью железа. По-моему, до плюс 10. По-моему, до плюс 10. А потом с помощью кованого железа вы сможете прокачать его... нет, подожди. Железо вам позволит только прокачать до плюс 5, по-моему. А потом кованое железо до плюс 10. Ну, это типа как Souls-like. Да, тут уже как в Dark Souls идет прокачка оружия. Ну, то есть заимствована та же система. Ну, то есть с помощью осколка там вы прокачаете только в начале, там, потом еще там, по-моему, с помощью... Ну, короче, вы поняли, да. Как в Dark Souls, там такая же прокачка система. Ну и обычные предметы вы сможете прокачать с помощью только обычного железа, кованого железа, ну и там закаленного оцинкового железа. Это такое. Но есть оружия более такие редкие, мощные, так скажем. Например, мой вот любимый опустошитель. Мой дорогой опустошитель, он, сука, прокачивается только с помощью люминитового кристалла, ну и, соответственно, попутно с помощью железа, кованого железа, закаленного железа, либо оцинкового. Но, кстати, данное оружие, он, по-моему, даже прокачивается сразу же в начале с помощью оцинкового железа, либо с помощью кованого. То есть при плюс... он сразу же у вас на руках будет в плюс 5, по-моему. Или там, не помню, плюс как... Ну, то есть я уже на нем использую закаленное железо, а это конечный. Прям материал, который идет на улучшение оружия. После закаленного железа идет симулятор. И на него всегда нужен люминитовый кристалл. А люминитового кристалла всегда вам будет не хватать. Всегда. Либо вы качаете, ну, с полной уверенностью качаете то, что вам нужно. То есть вам... Я бы сильно не рекомендовал просто во все вот вбрасывать
этот самый элементовый кристалл, типа, о, новое оружие, дай-ка я его прокачаю, возьму, и все. Копите элементовые кристаллы, пока не будете уверены в том, что вот это оружие, оно ваше, типа, вот самое любимое. Но я более чем уверен, что вы всегда будете использовать опустошитель, как только его получите. Но это уже спижные соусы, типа уникальное оружие, и боссы улучшаются со всеми редкими ресурсами. Да, они как-то еще назывались, я не помню, в соусе. Типа, блин, как они назывались? Типа, сверкающий что-то там, какой-то, ну тоже какими-то кристаллами тоже там улучшались вот эти самые магические предметы, да. Магические предметы. Кстати, вот такие вот оружия, они обычно уже имеют модификатор. Да, мерцающий что-то там. Вот это вот, вот эти вот крутые оружия, они имеют встроенный модификатор. И это, в принципе, неплохо. Вот давайте поговорим о опустошителе, да? Опустошитель — это винтовка, которая стреляет очередями. Имеет встроенный оптический прицел, через который стреляете вообще без отдачи. Ну, маленькая отдача есть, но точность повышена максимально. Смотрите, как он точно бьет. Ровно 3 полоски. Ну, 3 точки. И его заряженный модификатор позволяет вам один раз умереть. То есть вы при смерти своей, это очень сильно вам поможет даже в игре соло и очень сильно выручает команду при игре в кооперативе. Ну, ситуацию представьте себе такую. Мне часто такое случалось. Со мной там кто-то заходит играть, и этот чел отлетает как нубас полнейший, да. И у меня есть модификатор бессмертия. Я тоже отлетаю как нубас, но после него. Но я при этом возрождаюсь. И имеется шанс, то, что я смогу возродить моего вот напарника. Что происходило не раз. И к тому же в некоторых моментах, особенно вот в этой локации пустыни, в мире Ром есть один данж, который налаживает при входе в этот самый данж проклятие цитадели называется. Ну, я, к примеру, привожу, в чем полезность данного модификатора. По мере того, как вы будете проходить тот данж, у вас будет снижаться здоровье. Постоянно, постепенно оно будет снижаться. Чтобы выжить в том данже, надо убивать мобов. Убийство мобов восполняет здоровье. И когда вы зарядите модификатор бессмертия, умрите. Просто умрите, и все. И тогда, после вашей смерти, вы снова возродитесь, и при этом у вас проклятие исчезнет. Проклятие цитадели. И тот данж вы сможете, облазить его полностью. То есть не торопясь, просто сможете там все облазить. Там много ящиков бывает. Ну, из-за того, что там проклятие стоит и все такое. Так-то данж сам по себе богатый. Так, немного. И такой вот, типа, есть абуз с помощью данного модификатора. Но минус, знаете, в чем? Вы такую фишку сможете провернуть только при повторном прохождении. Ну или при первом прохождении вы, конечно, его провернете, но вам придется отложить прохождение данного данжа на потом. Либо просто вернуться к нему после того, как вы убьете бессмертного короля. Бессмертный король даст вам какой-то предмет, с помощью которого вы сможете создать опустошитель. Убийство бессмертного короля, это, ребята, это пиздец полнейший. Я вам сразу скажу, это труд. Это настоящий труд. Кстати, если вы будете идти по сету пистолета-пулемета и, допустим, снайперской винтовки, это хорошо, это нормально. При данном сете вы
очень даже хорошо сможете сразиться э, с этим самым бессмертным королем. Ну, это даже будет легко, мне кажется, у вас. Я с ним сражался при сете револьвера и пулемета Томпсона. И, блин, было трудно. Было трудно местами. Тактику боя бессмертным королем, но потом расскажу как-нибудь. Тоже уделю на это какое-нибудь отдельное видео. Наверное. Ну и как только дойдем до него, я постараюсь как-то рассказать о нем поподробнее. Но это сволочь, я вам сразу скажу, но максимально непростое. Оно, этот бессмертный король вас так сильно заебет, что вы охуеете. Вам даже будет казаться то, что он реально бессмертный, потому что как только вы его первый раз убьете, он, сука, встанет, это 100%. Он встанет, потому что у него есть модификатор бессмертия, типа, ну, типа такая херня. После первой смерти он встанет, и у него будет 50% здоровья. То есть этот мудила имеет 2 фазы, даже 3 фазы. После снятия четверти его здоровья он вытащит ножи. И когда он вытащит свои ножи, или как там секиры, там, короче, свои эти вот, короче, ножички, не подходите к нему, потому что его комба, вот это вот, которую он бьет с помощью этих ножей, он вас положит в любом случае. Он очень сильно много урона наносит с помощью этих ножей. Это просто кошмар полнейший. Фокусите мобов, которых он вызывает. Сферы, которые он вытаскивает из-под земли. И всяких разных ублюдков, которые выходят из-за стены. И потом уделяйте на него внимание. То есть убивайте мобов, потом его. Мобов, его. Мобов, его. И все. На самом деле тактика такая. И постарайтесь к тому моменту, когда будете с ним драться, как-то брать оружие, которое больше всего наносит критического урона, который имеет больше всего шансов на нанесение критического урона, потому что он сильно, ну, этот крит урон иногда очень сильно выручает. Итак, что тут еще у меня? Ну ладно, давайте-ка пройдем этот сраный данж. Я на самом деле даже не понимаю, зачем я его пытаюсь пройти, потому что там лежит лучевое оружие, которое мне нахер не нужно. Но ладно, пускай будет. Блин, у меня 30 патронов из 90. Так. Лёль? Почему нет? Не активируется? Не... Да, игра, кстати, имеет баги, да. С этим ничего не поделаешь, приходится вот так вот делать. Ты, кстати, Филипп, какой класс выбрал в начале? Надеюсь, отступника. Потому что остальные классы, ну, это полнейший трэш. Ну, там, конечно, оружие хорошее у некоторых. Особенно у охотника, у него винтовка хорошая. Я бы даже рекомендовал купить эту винтовку, когда будет лишний лом в начале игры. Ну, а на этом плюс кончается. Воина. Утильщик получается. Ну, такой себе. У него талант воина, да. И... ну... Я бы, кстати, вот при повторном прохождении взял бы утильщика.
чтобы сделать такого, ну, типа, милишника. Но это полное извращение, мне кажется. Это просто надо быть ебанутым. Хуй знает. Ну, по приколу, понятно. Но делать в этой игре милишника, это, думаю, это вообще... Это реально. Полнейший беспредел, мне кажется. Ну, в обычной сложности, кстати, нормальная тема. Но при кошмаре это пиздец. Да мать твою, чувак, открой мне двери. Какого хрена? Дробаш имба. Я, кстати, его в руки еще не брал. Интересно. Какого, черт побери, что за дерьмо? Почему не работает? Почему мой данж сломан? What the fuck? What the fuck, man? What the fuck? Такая музыка еще играет спокойная. Типа, спокойся. Ну и дерьмо. Ну, видимо, придется дропать данный данж и вернуться к нему позже. Ай, но вернусь ли я к нему позже, вот в чем вопрос. Да и на самом деле мне там делать-то на самом деле нечего. Там только... Это тебя лагает или меня? А, подожди, кстати. Попробуй, знаешь, как сделать? Ограничение кадров в секунду сделать на 60. Тогда, кстати, лагать не должно. У меня не лагает, если что. Стрим стоит на 60 FPS, и игра тоже должна стоять на 60. Я, кстати, об этом совсем забыл. Вас, надеюсь, сейчас не лагает. Ну, не должно лагать, по крайней мере. Так, так. Куда мне идти? А, да, к торговцу. Торговцу надо портоваться. Ром, торговец пустоши. Так, до сих пор лагает или, надеюсь, не лагает? Надеюсь, не лагает. Надеюсь, у тебя будут хорошие новости для меня. Так. Что бы мне сейчас прокачать? Знание старца. Но сейчас добычка стоит, не стоит. Вроде норм. А, хорошо. Мироходец, расход выносливости. Такой себе. Дар хранителя. Обжора. Ну, блин, обжора разок качнуть, может, чтобы чисто был скорость использования нормальная. Мистический удар. Ковбой. Ну, ковбоя качать, что ли? Но на самом деле мне надо дух качать. Давайте будем идти по духу. Качать духа. Я, кстати, при прошлом прохождении не активировал вот этого типа. Не смог активировать, не знаю, что для этого требуется. Какой-то вот такой вот ключ, который я еще не нашел. Я не знаю, где он может быть. Где его искать. Так. Так. Ну, пёся. Да, можно погладить собаку чумную.
Вы гляньте, он пиздец. Полон лишаев всякого. Он, наверное, супер больной пес. Здравствуй. Полагаю, тебе нужна еда? Лекарства? У меня все это есть. Пахнешь ты необычно. Не пустошью и не цитаделью. Это тебя не касается. Я в прошлый раз сказал из совершенно другого мира. Впрочем, неважно, откуда ты. Я всем рад. Мои цены одинаковы для всех. Тебе также может быть интересна информация. Итак, чем могу помочь? Информация меня не интересует. Давай поторгуем. К делу. Хорошие товары. Так, я не помню, что я не убрал. А, у него какой-то аксессуар был. Нравится. Но в принципе, чувак сам по себе полезный. В плане того, что, ну, типа, рядом торговец находится, с которым можно поторговать. Но я сейчас подумал о том, чтобы напасть на него, убить его, типа. Но, видимо, нельзя его убить. И собаку тоже. Жалко. Ладно. Откуда есть все, что нужно. Да я вдруг подумал о том, что ключ от того стража, который лежит неактивированный, есть у него. Ебануться. Да, ребята. Привет, киллер. Это уровень сложности кошмар. Ваншотает любое говно, которое прилетает в тебя. Вот это я мазохистыч просто. Но я, кстати, думаю, то, что я мог бы этот момент тоже как-то убрать, что ли. Но я, скорее всего, тогда пожертвую свой урон на этот момент. Свой урон, и это будет плохо. Кстати, что теряется при смерти? Ничего не теряется. Ничего. Что, с одной стороны, хорошо? Да это хорошо, на самом деле. Это всегда хорошо. Ой, какой урон хороший. Люминитовый кристалл. Кайф. Так, что я тут не смотрел? Так, стоило вот туда пойти. Вот сюда. Может быть, какие-то предметы появились, которых у меня нет. Надо очень аккуратно играть. Очень аккуратно. Да, сундуки тут есть, которых я не открывал. Закаленное железо, лом. Закаленное железо, кстати, мне очень нужно при прокачке оружия. О, там еще что-то лежит, видите, да? О, что-то лежит. Что-то очень хорошее. Тут какая-то непонятная собака. Кстати, вот эта вот собака в волдырях, она очень редко встречается. Может, с ней нужно что-то сделать, я даже не знаю. Вот мне сейчас пришло на ум, к примеру, загреть эту собаку, например, да? И добежать до торговца. И чтобы собака торговца и вот эта вот собака в волдырях, типа, ну, не знаю, совокупились, типа. О, самоцвет очищения. О, нет, что-то новый предмет. Не зря сюда пришел. Повышает эффективность всех лечебных предметов на 25. Драконье сердце снимает все эффекты. О, блин, офигенная вещь на самом деле. Хорошая.
Блин, казалось бы, я тут ничего не найду новенького. А тут на тебе. Мать твою. Топ есть Friendly Fire, да. Есть. Но он, кстати, наносит не так уж много урона. О, мой Рой справился с ним. Нелегко было. Ну, блин, просто офигенный модификатор Рой. Делает всю грязную работу за вас. Так, ладно. Пойдем по той стороне и пойдем к следующему данжу. Хорошо. Да. Здравствуй. Я слеп, но потерь чудо совершил. Ёпта. Капец, вонючий, походу. Мой главный герой. Запахи чует аж. Так, кстати. Обратно набор старейшины одену. Я вот, кстати, одеваю набор старейшины, потому что у него имеется такой вот прикольный этот прикольное свойство. 20% 30% шанс не потратить драконье сердце. Хотя на самом деле хуйня. Блин. Что-то я вдруг подумал. Вот это вот самый охуенный момент. Вот я бы его носил все время. А тут я бы, кстати, одел вот так вот. По-моему, вот это самый лучший набор, который есть в этой игре. Ну, серьезно, без шуток. Я вот сейчас вдруг подумал об этом. Шляпа прорицателя дает 15% к зарядке модификатора при критических ударах. Ну, по крайней мере, мне сейчас это хорошо. Я думаю, вот надо прям качать вот это вот все. И куртка авантюриста плюс поножи авантюриста дают 20% шанс к выпадению предметов. Вы прикиньте, это дохера предметов у меня будут падать. А предмет это деньги и, улучшение, ну и все прочее. Но, блин, кстати, вот с этого авантюриста, который вот он, да? У него нет третьего предмета. Я хер его знает, что там у него за шапка, может быть, или что там вообще. Не находил, не видел. Может, его и не существует вовсе. Но мне кажется, он все-таки есть. Ну, не стали бы, я думаю, так просто дразнить игрока несуществующими предметами. Хотя хер его знает, да? Ай, ну блин, 2 раза увернулся от снарядов, которые вообще меня не летели. И на третий прям решил просто постоять. Ох, ребята, опять данжи. Опять. Они наступают. О, shit. Here we go again, как говорится.
ебануться. Ваншотящие ублюдки. Вот это хардкор, да, ребята. Ну, понятно. Ты обычный, сука, человек с обычным оружием, типа, который, блин, ну, старается убить каких-то не ебаться страшных монстров. Да блин, ну серьезно, чувак, блин, хорош. Dark Souls 3 прошел? Да, проходил. Прикольная игра. Но новую игру плюс не запускалась еще. Это, кстати, единственная игра, которая, ну, как бы вызвала интерес пройти ее заново. Да пошел ты! Опять на третий раз, мудила! Ты что делаешь со мной? Хорош! Капец! Ну, блин, ублюдок, на. Я в аху. Вы же сукин сын. Твою мать, чувак. Что теперь? Умри, мудила. О, критуля. Хорошая прилетела. Отлично. Так. Он, скорее всего, меня тоже ваншотнет, так что надо пипец как аккуратно играть. Блять, игра свернул. Игру свернул. Я охренею. Привет, Лаузи. Привет. Ну, понесла. Ого. Такого мудака ваншотнуть это прям очень приятно. Охренеть. О, нифига. Вот это я чуть не пропустил. Симулятор целый. Нифига себе. Вот я бы себе такого говна не простил бы. Целый симулятор пропустить. Да, тебе смешно. А мне больно. Боль. Просто боль. Надо срочно прокачивать, точнее заряжать модификатор. Все, заряд модификатора выполнен. Блин, весьма необычный данж. О, это новый данж. Я здесь не был. Я вообще такого не помню. Чтоб вот так вот прям, ну, такое помещение, чтобы было в каком-либо данж. Так, новый предмет. Ну-ка, 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 ну-ка. Пожалуйста, новый предмет. Блять, иди нахуй, я уже был здесь, что ли? Рюкзак забит. Ну почему я не помню такого помещения? Блин, мне казалось прям... А я уж порадовался в какой-то момент. Кровопийца. Так. Ну а чё? Давай, 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 давай.
На новый, на новой игре плюс новую локу, увидел новую локу. Да, тут генерация уровня идет. При каждом новом прохождении там у вас будут разные данжи, разные боссы в тех или иных моментах. Я, например, еще ни разу не встречал Энта. Энт такой, ну, такой здоровый босс, огромный. Типа деревянный такой великан. Я его не видел ни разу. А сам по себе уникальный такой босс. То есть... Ну тут все боссы уникальны, но... Блять, ты, сука, издеваешься. Ничего тут счет поставил. Вот же суки, заспамили, прикиньте. Еще много других боссов не видел в начале. Не видел таких боссов. И оружие всякие разные там тоже. Которых много в данной игре. Тоже не видел. Но я не знаю, это работает то ли только на первой локации или что. Ну просто я вот в этой локации, в Роме, да, пока новых данжей еще не видел. Мне кажется, этот данж уже был. Но мне этот данж необходимо пройти, потому что это обязательная тема для дальнейшего прохождения по сюжету. Только через этот данж я смогу выйти туда, куда мне нужно. И получить предмет, который мне необходим. А вас не до хера, ребят. Чего? Что-то не орут. Да ну нахер. Вот это вот сейчас будет больно. Да умри же, прошу тебя. Бля. Было стрёмно. И с него ничего не выпало. Ну, прикол. Ненавижу этого летающего ублюдка. Он дохера бронированный, и его уязвимое место открывается только когда он свой рот открывает. Такое себе. Бля. Ой. Да хорош! Вы чё? Видели это говно? Они опять идут на меня. Блин, серьезно?
Да сколько можно, алло? Хорош. Да блять, успокойтесь, эй, хватит. Да блять, да перепрыгни ты говна кусок, ну пиздец. Меня сейчас заспамят просто. Ах вы суки ёбаные, блять. Не, ну прохождение на кошмаре, это, конечно, просто ебанись. Ебанись. Давайте... Не. Я умываю свои руки. Просто это... Я как бы... Хардкорщик, да? Как бы, ну... Я люблю проходить на трудности, сложности, ну и все такое. Ну, вот то, что вы, сука, видели, и то, что я вот уже как бы... Ну нахуй, не, в пизду, блять. Просто, ребят, я умываю руки нахрен. Я перезапускаю этот мир. Уровень... Вы, блядь, понимаете? Просто вот вдумайтесь, нахуй. 18 часов уже вот на данной сложности играю, да? И я до сих пор игру-то не прошел. На обычной сложности я игру прошел именно за 18 часов 47 минут. Ну просто вдумайтесь, я только на второй мир попал, и время игры 18 часов. Это же просто, блядь, изнасилование самого себя. Я как будто бы в себе в жопу в стропон сую, играю вот на кошмарной сложности. А ведь рекомендуют играть на кошмарной сложности, но типа при ранге от 100 до 150, типа, ну... Да пошли вы нахуй, это хуйня полная. Пиздёж. Уж лучше давайте-ка на высокой. Я думаю, сейчас я на высокой сложности. Ну, просто буду как бог полнейший, ну, как, ну, не знаю, я там сейчас просто... Буду всех ваншотать, убивать с одного очереди и все такое. Я не жалею, что я перезапустил мир, мне пофиг. Как бы кошмарный уровень, это пипец. Это просто... Ну его нахер, ребята. Также рекомендую и остальным, кто просто... Кто прошел обычную сложность, сразу же идите на хард. На просто хард. На просто сложно, на просто на высокую. Кошмар вообще не суйтесь, блин, это пиздец. Максимум, что вы сможете сделать на максимальность, выемать. Максимум, что вы сможете сделать, это всего лишь пройти первую локацию и все. Ну, понеслась. Ага. О, найс. Закаленное железо сразу же дают. Хорошо. Хорошо. Там, где труп, была аж секретка. В смысле? Вот это что ли? Я, видимо, не знаю какой-то секретки. А, вот это вот. Нихуя. Лол. Нихуя, лол. А вот об этом секрете я, кстати, не знал. Да ну нахуй, серьезно? Бродяга. Пальто бродяги.
Брюки, бродяги. Затраты выносливости. Интересно. Блин, вот это да. Костюмчик бродяги. Спасибо. О, ну так, ага. Так, ну-ка. Черт, Эллен, я не виноват, что твоя мать умерла. Даже останься я здесь, Надин все равно бы погибла, но мы бы куда меньше узнали о корне. Я делаю это ради нее. Надин умерла. Но тот самый момент, когда он после скитаний по мирам, это дневник этого основателя. После скитания по мирам он вернулся в блок, и там, ну, видимо, это у него нихуя не получилось. Угу. Блин, спасибо, Филипп. Офигеть. Вот так... Не хватает места. Вот так секреточка. Блин, надо быть капец каким внимательным тогда. Подобный секрет я находил в первой локе, но там просто ящик был. Тоже там за шкафом был проход. Но он был супер очевидный, а тут они запрятали неплохо. Прям. Буду просто всех ваншотать в голову. Так, кстати, сейчас строение карты прямо как при первом прохождении было. Также здесь был вертолет. А при втором прохождении, кстати, на кошмарном уровне у меня сразу же стояло дерево. Если что. Да, мне кажется, лом и прочая хрень выпадает намного чаще, когда у меня вот надета, ну, вот эта вот броня скитальца. Авантюриста, извиняюсь. Авантюриста. О, там фолиант. Блин, как же прикольно. Как же приятно, когда ты убиваешь, когда ты что-то можешь, а не немощная сучка, которую все ебут. Почему этот пистолет выполняет роль снайперки? Ну, такой вот пистолет, да. Вот такой вот я извращенец. Нашел этот пистолет, кстати, в одном из данжев при повторном прохождении на уровне кошмара. Вот, скорее всего, просто мне повезло, то, что он появился. Тот данж с этим пистолетом. В том данже, кстати, ну, признак того, что вы попали в тот самый данж, где есть этот пистолет, это в начале там будет лежать выживший. Раненый выживший будет, который типа будет говорить то, что
по всему данжу раскиданы ловушки, будь аккуратнее. И она даст ключ от комнаты, в котором находится данный пистолет. О, как удобно, сразу данжик. Спасибо. Ого. Круто. О, где-то глянь. Мы попали к торговцу, который... предметы не рандомно генерируются, рандомно, в принципе. Нет, извини. Рандомно генерируются данжи, а в этих данжах предметы, в принципе, фиксированные. Ну, награда за данж. А расположение тех или иных предметов, оно генерируется рандомно в остальном. Так, хочу вам представить Нет. ебанутого на голову торговца, который одел маску корня. Он ебанутый по всем причинам. Ну, то есть он слышит голоса. Если его много раз спрашивать о его маске, то он нападет на вас и попытается убить. Так что Они не слушают. рекомендую вот что Не сделать. слушают. Не нападать на него. Вначале, по крайней мере. Просто поговорите с ним, да? Тебе надо. Говорите, типа, не сделаю тебе больно. Нет. Нашел что-нибудь для продажи. Могу ли я тебе чем-нибудь помочь? Разрушить. Дуб следит, И да? он говорит Всегда о следит, дубе. Тысячи глаз ждет и шепчет. Он говорит о дубе. Да, ладно. Более, в принципе, не стоит его сильно расспрашивать, иначе он заагрится и, типа, нападет на вас. Что плохо. Я просто вот что сделал. После того, как я убил плачущий дуб, я его, заагрил на себя специально. И после того, как он нападет на вас, вы его убьете, вы получите его маску. Маска корня. Как-то он называется. Прикол данной маски в том, что он восполняет у вас здоровье. Восполняет здоровье. То есть у вас идет регенерация какая-то. Я вот что хочу сделать в данный момент. Я уничтожу дуб, приду к нему и нормально с ним поторгуюсь. Я его нормально не изучил, его эти самые предметы, которые он продает. Я просто увидел то, что он расходники продает. И все. И я как ебан просто взял и решил заагрить его на себя. И все. А на самом деле надо было все посмотреть. А вдруг у него там сет брони, оружие, еще что. А я его взял и убил, можно сказать. По очень тупому. На сей раз мы этого делать не будем. Да, кольцо. Надо кольцо мудрости одеть. Данное кольцо тоже дает дополнительно 15% к опыту. То есть в сумме у меня 15 плюс 35. Плюс 50% к опыту. Нихуя себе, да? Неплохо. Это очень даже неплохо, ребята.
Да. Блин, как же он прикольно вылетает с окна. Прыгать так круто. Доставляет очень. Да, в жопу. Так. Данного домика, кстати, я ни разу не видел еще. Может быть, какой-то предмет здесь будет новый. Подожди, это я его открыл с помощью того, как я его ударил, что ли? Ударяешь и открываешь? Если лоу уровнем игроки в кооп играть, то сложность как изменится? Я думаю... Вот насчет этого не знаю. Мне кажется, вот, допустим, если я зайду к лоу игроку, то, мне кажется, я ему буду жестко помогать и... Типа, у него сложность же обычная будет. Все зависит от сложности мира, мне кажется. Если на низкого уровня, точнее на низкой сложности зайду такой, как я, то, скорее всего, буду жестко там выносить всех подряд и жестко помогать игроку, к которому я зашел. Мне так кажется, по крайней мере. Мне так кажется. Нелегко было. Я просто сам вот конкретно так не пробовал. Конечно, можно будет попробовать, чего бы нет, кстати. Попробуем зайти к кому-нибудь хотя бы раз. Я еще ни разу никому не заходил. Че это на башне? Я туда не поднимался еще ни разу. Если, конечно, туда вообще можно подняться. Нельзя. Тупо декорация. Ладно. Ай, так. Чё тут? Это похоже на мой лог. Прикольно. Сейчас посмотрим, какой тут данж. Какой им тут интересно. Ауч, что за... Эй, хорош, что за лаги? Да, данж, походу, другой, да? Теперь вопрос вот в чем. Ты обратно идешь. Знаю ли я этот данж? Надеюсь, это какой-то другой данж, который я никогда ни разу не видел. В смысле, обратно иду. Не, нормально. Правильно же иду. Ой, блядь, да как? В смысле? Охренеть, он неожиданно появился. Да, урон они сносный наносят. Нормально. Терпимый. Хотя... Да, мне кажется, я здесь был. Здесь еще летний моб с пулеметом был. Но сейчас его нет, видимо. Или может что-то другое. Короче, надежду не теряем.
А вы откуда вылезли вообще? Охренеть, вас много ребят. Да. Приличное тут количество этих ублюдков. Шприцы тут накидали, блин, наркоманы. Потом не ходи, собирай их. Ну, сюки. Хм. Странное ощущение, ребята, ну, как будто бы я здесь был, а в то же время и не был. Все эти данжи теперь так похожи друг на друга. В моем памяти они просто все слились воедино. Типа так сразу не скажешь, был я здесь или нет. Этот угол посмотрим. Черт, мне кажется, здесь был. Хотя постой. Не, подожди, такого я не помню. Только Penitent Man может пройти. Что такое Penitent? Тут секретка 100%, я вам говорю. Вы гляньте, это пиздец же, вот просто другая стена какая-то. Так. Тут где-то есть рычаг. 100% есть рычаг. Ищем рычаг. Есть рычаг. Не, 100% рычаг должен быть. Или... Видите, стена, она... Блин, она вообще другая. Тут что-то есть. И что такое Penitent Man? Что это означает? Перевод. Penitent. Кающий. Нихуя. Амулет лета. Открытия мои исследования были не очень плодотворны, но потом все изменилось. Это не заслуживает упоминания. Но раз уж надо, переломный момент настал, когда мы придумали, как использовать потенциал кристалла. Это позволило достичь поразительных результатов. Люди слабого ума назвали бы это магией. Даже сейчас анализ еще не завершен. Я продолжаю работу, надеясь полностью изучить, а затем и превзойти технологию корня. Я верю в успех. Пиздец круто.
Взял и разгадал и нашел. Секретикус. Так, снижают перегруз брони на 40. Перерасход выносливости на... Ничего себе. То есть у меня еще броня легкая будет. Так, буду прокачивать это. Только кающийся человек сможет пройти. Ну, блин, офигенно. Прикольно. Офигенные тут... Блин, тут офигенные секреты, это да. Мне прям нравится. Мне нравится. Лица. Очень. Так, пойдем. Сюда. Блин, мудак с пулеметом идет. Их по звукам очень легко отличить, кстати, это прям большой плюс. О, люминитовый кристалл. Спасибо огромное. Справился. Блин, как же я просто получаю удовольствие, прошел этот данж. Ну, серьезно. О, е. Тут, походу, босс, которого я не знаю, потому что тот секрет, который я видел, это вообще что-то нечто иное. Да, я его ни разу не встречал. Найс. Все. Кайф, новый босс, отлично. Ебаха-муха. Ладно. Тупо начал. Надо бы, кстати,
сопротивление от удара ближнего боя прокачать. Да ну! Я аж нажал на пробел, ну. Прикольный босс. Ну, обычный такой, элитный ублюдок с мечом. Да ты говно! Перекат, а не перелезть! Перекат! Мать твою! Пиздец! Сука, прям залез на перила, ебан! Пипец, я хз. Дай-ка мне лютый крит, пожалуйста. Хорошо. Да блин! Во всем этом вакханалии шумов, выстрелов, его пердежа, кряхтения. Я не слышу этих маленьких ублюдков. Черт. А ведь я могу его очень быстро убить, на самом деле. Ебаха-муха, откуда остальные вылезли? Проверяем, проверяем. Да все, победа. Колючий комок, люминитовый кристалл. Руки на месте, ноги на месте. Да это победа! Модификатор. Интересно, что за модификатор будет. Любопытно. Любопытно. Так, давай-ка я здесь... Возьму это. Для того, чтобы ломать ящики. Вы гляньте, сколько добра здесь. Просто очень много добра. Добро, добро, добро.
Нифига ящик. Угу. Блин, прикольная арена. До хера так. Предметов всяких, даже и ящик есть. Мне очень сильно нравится. Спина моя. А, еще не ящик. Прям балует меня, балует. Ёшкин кот. Люблю уловку 22. Почему нет уловки 24? Продолжим историю. 22, 24. Бесконечные завтра сменяют друг друга. Пока не кончится. Так? Так. Блин, я подумал, какой-то предмет лежит. Чуть не охренел сейчас. Оказывается, это просто корень такой. Светлого солнца тебе. Здорово. Заходи. Зачем? Ну да. А тот был. Всего же. 8000. Нормально. Счастливо, бродяга. Заглядывай. Может, его истории послушать? Как дела? Проще сказать. У меня было детство. А вперед. И зуб. Сколько? Так. Было не слов. Не дом. Конечно. И еще. Так. Не знаю. И сила. И, кстати, могу еще. Конечно. Стало. Но и это еще не. А бабу. Есть. Еще не. Ладно. Тому мы быть. Чего мы? Один раз. Уверен. А мы так да. Моя мам. Вот только. Может он. Так что. Да нет. И за мамули не. Она так. Еще. Так. Так. А в подвал. Другие. Остальные. Знаешь. Ты всегда любезно слушаешь мою болтовню о том, как раньше было. Давно уже никто так меня не слушал. Поэтому в благодарность я хочу дать тебе кое-что. Это мои... Хотел отдать своему мальчонке, но в этом мире нет времени ждать, пока настоящие родственники... Он дает часы. Это уже достаточно близкий мне человек.
Ёшкин кот. Конечно, конечно. Осторожней там, а? Иди, скоряк. Коряги. Расстреляли. Так. Ах ты, son of a bitch. О, что это? Оберег снайпер, кайф. Прикольная фигня. Этот оберег. Прям очень полезная штука. Но к нему сильно привыкаешь, он типа хороший, слишком. Скорость перезарядки, скорострельность повышается. Пока не буду его одевать. Только тогда, когда припечет очень сильно. В бою с боссом там какие-нибудь или что-нибудь типа того. Или когда я на максимум прокачаю скорость перезарядки. Точнее, скорость не перезарядки, а скорость скорострельность. Ну и скорость перезарядки тоже, да. Скорость перезарядки мне, по-моему, на максимум прокачана, нет? Что-то не помню. И бронированные двери. Надеюсь, на сей раз я Энта встречу. Этого огромного долбаного Энта. Привет, сталкер. Добро пожаловать, сталкер. Так, пойдем. А, вот они. Так. Первый пошел. Второй. Ай. Да, какой ты везучий. Так. Кстати, данный данж немного изменяется по строению, чем в прошлый раз.
Что меня несказанно радует. Так, а тут я ничего найти не найду, да? Блин. Ну ладно. Блин, как бы так удобно сесть. Спина прям болит. Да ты хорош! А, я же не посмотрел какой-то модификатор, кстати. Фига вы встали тут. О. Найс. Справился. Блин, кстати, это единственный, пожалуй, данж, в котором есть что-то типа перевалочного пункта. В остальных же случаях там просто вот конец данжа, ты приходишь и все. Ну, то есть там переход на следующий этап подземелья. А тут вот прямо посередине данжа типа контрольная точка. То есть, по идее, это самый длинный данж, как считается.
Ни хрена себе. Спину, блин, кидает он. Ядрить урон. Так. Пожалуйста, что-то новое. Было. Ну, хотя бы лом дают хороший. Какой ты ловкий прям. Сука, теперь у меня везде мерещатся всякие секреты, поэтому... Пожалуй, сюда пойду. А вдруг? А вдруг? Нихуя тут нету. Ну блин. Как говно упал. Так. Как вы меня достали. Прям так, сука, лень вас убивать. Нелегко было.
Ах ты ж мразь. Не заблудиться бы. Да вышли уже. Ты только сейчас, блин, волнуешься, там что заблудишься. А мы-то уже вышли. Вышли отсюда. Прямо к церкви, скорее всего. Да. Так, оружие прокачаем к 100. Так. Так. М. Эй, бродяга. Эй, бродяга. Да, как всегда, ничего нового. До встречи. Печаленько. Пойдем как сразу. Так. Я вот подумал о том, что максимально прокачать еще и револьвер. Но сейчас лучше... отстань ты от меня, Модификатор, кстати. Модификатор. Ну, давай глянь. Плащ из шипов. Снижает урон вражеских атак в ближнем бою на 50. Отражает 200% от полученного... Блин, а крутая хрень. У меня полно работы. Что-то нужно? О, бля. Максимально прокачаем. Максимальный уровень. Кайф. Так, а тут чё? Чё? Полностью заряжен. Да. Что-то никакого дополнительного прикола я и так и не увидел. Так, что бы прокачать еще максимально? Ладно. До встречи. Супер броня. Максимально прокачанный пустошитель. Что-то какого-то дополнительного эффекта какого-то я не вижу. Да, жалко. Сколько у меня симулякров осталось в общем? Один только. Это, мне кажется, только на шляпу хватит. Ты тоже. Дитя. Мы... Чего ты, буря? Да, сосу. Сосу. Они
Нихуя! У-ху! Справился. Фак! Вот это я, блин, убивал. Смотри, найди, ясно. Смотри, найди. Некуда класть. Ёптить. Угу. В некоторых местах прямо дико лагает. Жестко так. Так, так, так. Эх, да. Да хорош! О, боже ты мой. Вот это я упор, конечно, встал. Чуть было, блядь, не умер. Какой отель? Ого. Странная монета. Еще раз нашел ее. Кайф. Вот с помощью этой монеты, кстати, вы сможете получить револьвер. Охуенный пистолет на самом деле. Очень мощный пистолет.
Я вот подумал его прокачать следующим на максимум. В этом отеле второго этажа, видимо, нету, что ли? Нормально. Так, где-то здесь должны найти плачущее дерево. Плачущий дуб. Дуб, 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 дуб. Ебануться. Стоит только, сука, на секунду расслабиться, и ты труп. Блять, какой же ты мразотный урод. Так. Блин, прям чуточку подлагивает. Блин, очень сильно лагает. Местами лагает. 6000. Офигеть. Жестко упал. Да.
Главное, такой лежит еще. Секретикус. Снова. Да блин, хорош. Рюкзак забит. Кажется, у меня проблема. О, справился. Обычная перестрелка в городе Нью-Арк. Ага, это тропка к этому, к данжу, Хватает места. насколько я помню. Некуда класть. Я, короче, полностью вот эту всю локацию исследую, а потом буду его тупо пробегать, короче, по следующей пробежке. Ого. И еще один на дух. И зашибись. Так, тут есть еще третий этаж, видимо.
О, как спина болит-то, блядь. А что если я одену маску и подойду к дереву? Ну-ка. Крепкий, неосторожно. Вот подарок, чтобы лучше служить. Иди, жижа. О! Пукчампу. Что? Древесная кожа. Нихуя себе. Ебать, это же вообще супер талант. Нифига. Плюс броня. Нихуя. И чё, каждый раз, когда... Блин, это мне с маской надо было. Ёб твою мать, это... Нифига, это многое меняет. Пиздец. Ты прикинь, ты прикинь, ты прикинь, ты прикинь. Бля, да слушайте. Бля, это все меняет. Это... Получается, при первой встрече с торговцем его надо сразу же убить. Вообще похуй. Убивайте его и все. Получаете его маску, идете к этому дереву и пиздец. И кайф. Вот это, блин, да. Супер талантище нашел. Ебанулся. Броня. Блин, с этой броней я же кошмарный уровень, тогда я смогу пройти кошмарный уровень сложности. Охуеть. Угу. Пострелял, я думаю, это сможет убежать.
Дуб следит, дуб шепчет, дуб приказывает. Да. Угу. Понятно. Пойдем сюда, значит. Так, сейчас сядем у кристаллика, отдохнем. Заодно сделаем небольшой перерывчик и поем. Дошик сейчас себе заварю. Сначала в блок вернемся. Так, сейчас. Ладно. Сейчас. Вот, так вот.
Так. Пока мой душик заваривается. Сейчас. Так. Мать, все вещает. Ну и ладно. Черт меня Так, дери. монетка. Лес. Ха, ну дел это... О, позволь отплатить тебе. Это тебе спасибо. Эй, Нормально лома кинула. пока. Ну, спасибо за... Конечно, Ну, давай глянем. Все, закончили. Спасибо за дармоеда, блядь. Отстань от меня со своей болтовней. Сука. Надеюсь, она... Так. Максимальный уровень, максимальный уровень. М. 106 будет брони, а тут 112. Блин, мне походу гниль будет жестко расти, да? Но по всем остальным параметрам я буду хорошо защищен. Так, ну... Может прокачать какое-нибудь оружие? Может я не куплю, кстати, не знаю, винтовку. Хотя просто все куплю. Похуй. Вот так вот. А, вот так вот. Так, верующие.
Ладно, давай маску прокачаем. Береги себя. Тупо максимально прокачанный во всех аспектах. Думаю, страшнее всего, что эти Будь чертовы Чумакет никогда не ела с узнают. нами, а не пряталась в своей лавке. Что же она пережила? Что видела? Думаешь, Анекдоты такие думаешь, во знаешь? всем мире так же плохо, как и у нас? Да. Я стараюсь. Увидимся. Приветствую. Слушай, ой, а вдруг... До встречи. А имеет ли смысл вообще какой-то с Волисом там разговаривать частенько? Или что-нибудь того? Ой, ебаный рот. Заповедник опять. Блин, я к Рамсале пришел до походу. Тут Крамсатель походу будет. Фолиантик. Справился. Конечно же, броню прокачивать будем. Броня. Да, что-то я психанул. Рой выпустил.
Нормально. Каменный столб. Ха, неплохо. Каменный столб. С каменным столпом плюс автомат Томпсона, ну это прикольно. Нелегко было. Да, вот эти вот два кольца, скорее всего, не скоро с меня снимутся. Они, походу, со мной будут очень-очень долго. Так. Пипец замутил, свернул и пошел играть в пабг. Негодяй. Так. Я там столько всяких прикольных секретов нашел. Ну, ты, наверное, слышал, если не свернул. Что еще? Прикольный талант нашел. Он добывается у этого, у дуба. Вот этого ебаного дуба, который убить надо. Если ты к нему подойдешь с маской, то он скажет, ну что-то типа: о, здорово, чё, братан, чё, как дела? Хочешь, я тебе подарок дам? Звук выключил, жалко. Хочешь, тебе подарок дам? И все, он тебе дает охуенный такой талант. Дубовая кожа называется. И все. Ты в шоколаде просто. Ебать, я голодный. Меты уже появились. Не знаю, но думаю, я уже знаю охуенную мету, да. Да, мета появилась. Ну, короче, когда я наберу нужное количество очков таланта,
мне не нужно будет качать знания старца, да, к примеру. Да, в принципе, и сейчас я могу, наверное, сбросить знания старца. Короче, смотри. Качаешь эту хуйню. Это. Мастер поиска уязвимости. Урон по уязвимостям плюс 25%. Быстрые уроки, конечно же. Убийца короля. Урон при критическом попадании плюс 50%. Плюс шанс критического урона. Самое обязательное. Катализатор. Шанс срабатывания плюс 15. Охуетительная вещь. Третий глаз, который ты получаешь после прохождения. Первого прохождения. И, конечно же, древесная кожа. Блин, это просто супер имба. Броня плюс 2,5% уже дает. То есть, если ты уже с прокачанным броником идешь, то 2,5% из 100, но это уже 2. То есть вот на с каждой вот 8 по 2 где-то, грубо говоря, по 2%. Тогда, ну, нехилая такая сумма получится. А это ведь только первый уровень, точнее только второй уровень древесной кожи. А если еще выше брать, там, наверное, максимум будет около 25% или 30%. Короче, дохуя он будет давать брони. И с этим дерьмом, когда я пойду в уровень сложности кошмар, я там буду себя чувствовать как рыба в воде. Меня там будет долго ковырять. Я там с одного удара не смогу вылететь никак. Они меня там хер убьют. О, я в край земли попал. Тут 2 выживших должны быть. Нихуя. Вот разнообразие данжев. Например, спасти 2 выживших. Нихуя. Ой, блин. Одну дуру убили. Заново. Давайте я спокойно поем. Тут прямо к середине карты надо бежать, надо с опустошителем, чтобы не потерять этих 2. Потому что одна из них дает мне ключ от Хабара. Ну все, пошел жрать. Да, аппетитик вызвал, наверное. Приятного тебе.
Да хуяси. Ладно. Ням-ням-ням-ням. Горячо. Да блять, сука. Хотя бы они меня прикрыли бы, блин. Один я спасаю их жопы. Кошмар. Блять, эта сука сейчас умрет еще нахуй. Да блять, ты серьезно, она умерла нахуй. ГГ, блять.
Офигенно. Все, я сыт и готов к бою. Блин, одна из этих тупых женщин, блин, сюда вот как-то, я не знаю, любит она поискать на свою жопу вот, приключения. Прям она хочется умереть, мне кажется. Вон опять, блин. Пошла одна ебашиться она. Вот эта вот тупая манда. Любит одна бегать. Ты тварь! Ебать она меня... Вы видели? Она откинула этого, блядь, пузыря на мою сторону. Охуевшая манда. Ах ты мразь! Я охренею. Я просто охренею. Взяла и умерла как собака просто. Нихуя она прыгает, видели? Спайдермен хую. О, пиздец, какая же ты мразь. Хули ты там одна бегаешь, пиздец. Да где эти тупые жоп, блин? Стой здесь. Бля, где вторая? Ах ты ёбаный! Пиздец, это тупая мразь. Охуеть. Просто, блин, пошла и сдохла нахуй. Хуй пойми, где она гуляет. Вот, блядь, я в рот, сука, ее шатал нахуй. Почему они не могут вместе, бля, бегать нахуй? Ну, сука, торчать в одном, сука, доме хотя бы.
Нет же, блядь, надо бегать по всей, сука, карте, нахуй. Вот еще хотя бы они попадали бы. Ботов охранять типа надо. Да, Виктор. Ботов этих странных тупых охранять надо. Уу! А вот эти вот тупые бабы, они любят просто, как ёб твою мать Рэмбо, бежать неизвестно куда, блин. Так, здесь хотя бы они собрались вместе, нормально. Вот этот трай уже более-менее удачный. Вот куда она пошла? Вот куда эта сука пошла? Бля, вот этот вот тип, он может вообще их быстро снести. О. Блин, на небе сошли звезды так удачно, что эти ребята мои не стали бежать прямо туда, где полчища врагов. Слава богу. Блять, стрельбить тебе въебало. О, да! У нас все под контролем. Благодаря тебе, конечно. И если бы не ты, нас бы убили. Спасибо. Ты молодец. Ключ Лиз. Так, дали ключ от Хабара. Сейчас откроем Хабарчик. Кстати, это то самое место, где вы сможете найти пулемет Томпсона. Да уж, у тебя стальная выдержка. Ты хороший человек. Я хороший человек. Да. Ну хотя бы благодарят, хорошо так. Я на них, конечно, дофига материл, но... Ничего, нормальная женщина. Умеет говорить спасибо. Так, пойдемте Хабар откроем. Вот он здесь. Если дать умереть этим ботам, то ты не сможешь открыть эту дверь. Это 100% информация. Рюкзак забит. Вот и все. Пулемет Томпсон получил. Ради этого я тут херачился. Но тут еще я как бы ради опыта еще сражался. Опыт тоже дается. Не помню уже сколько дали, но типа 700 что ли. Так, что тут еще есть? Сундуки. Блин, и все. Да, жалко, что это конец локации. Было прикольно, если бы там дальше куда-то в порт можно было пойти дальше. Еще куда. Было бы весьма прикольно. О, этой игре точно DLC всякое такое добавят. И я более чем уверен, что добавят новые данжи, все такое.
Надеюсь, добавят что-то очень интересное. Так. И лежит. Жалко, они в торговцев не превращаются. Хотя бы одна из них. Как в бонус. Было прикольно. Типа продавали бы что-нибудь типа прикольное, редкое. Да уже. У тебя стальная выдержка. Да уже. У тебя стальная выдержка. Спасибо, бродяга. Бродяга! Да. Бродягой нас называют. Так, сейчас пойдем в блок, потом двинем, пожалуй, к следующему данжу. А, кстати, таланты не распределил еще. Кстати, быстро качаемся. С кольцом мудрости плюс знание старца очень сильно помогает при быстрой прокачке. Уже плюс 4. Буду древесную кожу качать. Теперь у меня броня, ну просто пиздец огромная. 361. Просто нереально. До хера брони скоро будет у меня. Меня даже на самой высокой сложности не смогут снести, мне кажется. Потом дальнейшем. Так, а сколько у меня материалов вообще? Маловато становится, так что... Я, пожалуй, куплю, наверное. Береги себя. Так, теперь... давайте-ка пойдем... Весткарт. Хочу зайти к торговцу, на котором есть маска. Вот это вот. Так, погоди-ка, немного не то. Я думал, я выбрал убежище мусорного зуба. Не тот выбрал, что ли? Во, так. Славненько. Какой острый. Ха-ха. Ну-ка, ударь-ка меня. Нормально вообще. Как мало урона наносит. Ё-моё. Я сейчас прокачаю же это говно. Эту кожу древесную. Потом еще модификатор. А, там еще талант был на снижение урона в ближнем бою. Блин, я тогда вообще буду супер неуязвимо. Да. Интересно, что сейчас скажет вот этот вот тип.
на то, что у нас маска там. Они не слушают. Они слушают. Не слушают. Меняться? Конечно. Только так. Ладно. Хм. Ну, Да, ладно, только... Какой доп? Не надо. Да, голоса говорят не слушать, не обращать внимания. Какая маска? Ой, не знаю. Нет. Кажется, у меня проблема. это я зря. Про его сраную маску спрашивать начал. Мог бы доить его, сука. Да, не стоит его убивать на самом деле. Так, плачущее дерево, пойдемте. Погоди-ка, это дерьмо еще живое? Какого хуя? Да нате, ребята. Вообще не понял я юмора немного. Как так вообще? Так. Просто бегу к следующему данжу. Справился.
Блять, еще один. Ублюдки. Нелегко было. Сколько прошел на кошмаре? Середина есть хоть? Я кошмар-то на самом деле дропнул. Сейчас я на высокой играю. Я дропнул кошмар, потому что меня ваншотает всякая тварь. О, нихуя, это что такое? Ну, ну, новый данж. Я никогда такого еще не видел. И так, блин, классно совпало то, что сейчас я просто чуть ли не каждый данж он новый здесь. Я еще нового босса убил и так далее. А в кошмаре такого не было. Сейчас я на высокой сложности. А после высокой я пойду кошмар ебашить. Просто понимаешь, я вот когда глянул на время прохождения игры, сколько я времени там провел? Нифига, у них собаки обычные есть. Там было 17 часов. А я игру прошел вообще в обычной сложности кампанию за 18 часов. Охренеть. Я такой типа подумал, ну пиздец. Обычно в это время я должен сейчас пройти игру. Но нихуя, я только на второй локации остановился. Блять, мразь. Напугал нахуй. И все, я такой пришел к мнению, что выводу такому, то что все стоит мне тут остановиться на кошмаре и начать высокую сложность. Блин, ребят, прикольно, какие-то головорезы. Бля, интересно, что там за оружие будет в конце? Я почему-то уверен, что будет оружие. А, не, или может броня в натуре. Я еще ни разу вроде как почти что. Ох, какой бронированный. Не получал броню. А нет, хотя получал броню в этом... как его... В третьем, а не в четвертом мире, что ли. Там давали сет старейшина. Ух ты какой, сука. Ну гинается еще. Блин, кстати, самая начальная броня, которая вот есть, да, как называется,
броня авантюриста, ну, что-то типа того. Короче, там. Вот она самая лучшая. Потому что она повышает шанс выпадения предметов. И с этой херней вот с броней авантюриста ходить просто топ. Только с ней не надо ходить. Ну и потом ближе к концу там качнуть какую-нибудь вторую броню типа броню охотника, может быть, или убийцы. Ну такая вот хуйня. Но авантюрист это самое лучшее. А, нет, вру. Вторая лучшая броня это сектанта. Да. Броня сектанта. И оба они вначале просто даются. Потертое кольцо. Потертое кольцо надо отдать этому доктору. Да, веселые ребята. Ничего не скажешь. Капец, какой же я бронирован. О, симулятор, заебись. Так. Надеюсь, сейчас будет босс какой-нибудь клевый такой. Охуенный, крутой босс. Так. Склад. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ага. Усюка! Кто такие? Отчаянный ты все-таки человечишка. О, Зачем приходить сюда в одиночку? Мало кто настолько глуп. Эй, я знаю эти часы. Откуда они у тебя? а, ебать, это же сын мусорного зуба, да? Вот как? Да, Дай сюда. да, рандомно дается карта. Погоди. Да похуй, отдам ему часы. Че он скажет? Это часы моей матери. С чего старик отдал их тебе? Сказал, что не может больше ждать, когда его сын наконец-то навестит его. Он сказал, что я ему как семья. Ну, понравился ты ему, наверное. Вот бы я... А знаешь, мясо, я сегодня добрый. Мне пришелся по душе твой дар. Я позволю тебе жить. Черт, я даже кое-что тебе дам. Парни, дайте мясу настоящее снаряжение. Нихуя! Заходи иногда к старику. А то надоело своих ребят посылать. Сука, сам бы зашел к нему. Ебать! Вот это я сталкер сейчас.
Шанс вернуть потраченную пулю. Нихуя. Вот теперь я реально бандит, нахуй. Бродяга, ёб твою мать. Вы гляньте. Пиздец, я крутой. Так, сейчас. Шанс вернуть потраченную пулю. Блин, прикольное дерьмо. Дай-ка я так буду. Все-таки вот так как-то получше. Блин, маску бандита прокачать, не прокачать еще. Маска... Он еще мне сет... бродяга. У меня полный сет бродяги, кстати, есть. Он мне еще и шлем подогнал свой. Ебать, круто. Ничего себе. Ничего себе, ничего себе. Я прям как ребенок, который радуется всякой хуйне. Так, а я с тобой побазарить смогу? Прям к тебе подняться и побазарить с тобой. Подожди меня, сейчас я поднимусь. Да, капец рандомно, конечно, выпадает карты, тут и данжи, все такое. Чую неприятности. Да какой нахуй? Успокойтесь. Задай корням жару. Задам. Задай корням жару. Нормально. Ладно, хорошо. С одной стороны, наверное, хорошо, что я его не убил. А то если бы я его убил, то он тупо бы мне дал, наверное, тот же сет брони, но я, получается, сына мусорного зуба бы убил. Это пиздец, конечно. Мусорный зуб-то сам по себе старик нормальный. Прикольный же старик. И когда с ним болтаешь, он же просит тебя отдать часы. Типа, прошу передать часы моему сыну. И ты такой, да, передам. И забираешь часы. Ну типа, если увидишь его. Он говорит, типа, если. А так, на самом деле, он же самые часы тебе отдает. Типа как семья. Еда и питье. Блин, круто. Охуеть, как круто. Надо бы навесить мусорного зуба тогда. Сейчас. Сказать ему то, что отдал часики. Повстречал его сына. Че это дерево тут каждый раз будет новое? Хуль ты живое. Ладно. Пойдем к мусорному зубу. Блин, игра прям удивляет.
Класс. Так. О, рагу такой аппетитный на вид. Ты глянь, прям как я Пиздец. люблю. Да хорош. Я тебя, Да дай поговорить, блин. тебя, это Милдред и Пэтти Хилл написали. А, Давно мамуля мне рассказывала про дни рождения и спела эту песню. А я тогда ей сказал, и тебя с днем рождения, ма. Эй, я знаю эту броню. Это же моего Брабуса. Откуда она у тебя? он дал ее мне. С чего бы это? Брабус не дарит подарки. Мы поговорили, и я отдал ему часы его матери. Правда? Что ж, значит, какая-то доброта в нем еще осталась. Рад это слышать. Хорошо, что мы встретились. Ты славный мусорщик. Заебись. Чего же? Тупо доволен. Так, ладно. Осторожней там, а? Берегись, коряк. Как дела? Так что там много читаешь? Я вот читаю все, что попадется. Под стеклянным... А вот и вечер. Ага, там, могу поспорить, автор думал, что... что же я все болтаю? Конечно. Я родился, людей был, тогда были. А ночью, уверен. Ладно. Попробуем еще раз его выслушать Причина полностью. так. Но, парни, А вдруг он так что-то я новое даст? еще не на- Ладно. Я говорил, чтобы еще вазь откормить. И хотя бы... Ладно. Конечно. Мамуля любит. Здесь было много. Спорим ты. Наверное, тебя... Так, знаешь, Брабус. А потом просто... что же? Ладно. Я рассказывал, я видел, а потом ее... И она полетела. Я все видел. Ладно. Так, ты знаешь, Эйс, слышал, они... Не пойми превратно. Они хорошие, но дело не в этом. Могу поспорить, у них есть тайник, о котором в блоке не знает никто. Знаешь, ты всегда любил... Давно уже никто... Это моей жены. Хотел отдать своему мальчонке. В этом мире нет времени. И опять он дал мне карманыч. Сука, у него... Конечно, конечно. Че, сука, склад что ли там? Или че, я не пойму. Охуеть. Удачи, молодая кровь. Заходи. Снова дал эти же самые часы. Ну и прикол. Ешь, молись, люби. Погоди-ка, а если я сейчас с этими... Люблю. Славненько. часами... Погоди, если я сейчас с этими часами вернусь к его сыну, отдам ему эти часы опять же, он что, тогда мне опять снова броню даст? Это так работает или я что-то не понимаю? Ну-ка, ну-ка. Так, кстати, я одену как тогда кольцо вот сюда. Волка. Волка. Видите? А, сердце волка. О, быстрее стал бегать. Балдежно.
В смысле? И он тупо пропал. Ну блин. И он просто исчез. Серьезно? Ну и бывает, так как-то неинтересно. Вот был бы прикол, да? Постоянно фармить броню с одного NPC. С одного фармишь часы, с другого броню. Да. Доктор знает, что лучше. Классические сигареты. Да. Ведь это правда, то что в то время, в 60-е годы, такая реклама была. Ну, типа, то, что курение даже типа полезно. Пиздец. Курили просто тупо везде же там. В Америке. Ну, наверное, даже здесь, в России такая хуйня была. Ну, там это было вообще пиздец полнейший. Это еще по фильму видно. Ну, они же, типа, как-то хотят показать дух того времени и все такое. И каждый раз там, типа, показывают, как в автобусе сидят, курят и что-то в этом роде. Просто вообще. Здорово, док. Чё тут? А тут стрим! Я нажался, пиздец. Поздравляю. Я вот думал тоже купить пивка, но подумал, охуеть, живой еще. Нормально. Нужны вещички. Так, купим вот этого дерьма. Пока. Пока. Народ и ястреб. Так, кольцо. Какое счастье. Они вновь свет. Лом дал. Берегись. Я готов всех ебать. Ты причем, давай выебе. Наконец ты. Вот помощь. Так. Но сначала взгляни, убейся. М, Стой. Осколок да корень един, великий. Всё. Ступай осторожно, дитя. Найти хранителя лабиринта. Да, нормально. Я думаю, того, кто против меня нету, не стал бы так в открытую говорить о том, что он Надеюсь. против меня. У меня полно работы. Что ты ну? М, Блин, вот теперь думаю, что бы качнуть, что бы качнуть, что бы качнуть. Что бы качнуть. Ебать меня оружие дохуя. Блин, может репульсор качать? Сахалар Баргат. Сахалар Баргат. Так. Томпсон качнуть, не качнуть. О, револьвер я хотел качнуть, точно. Так. 189. Ну, До неплохо. встречи. М. О. Погнали. Чё? Что пил-то? Что пил?
Где пил? Рассказывай, как у тебя дела вообще. А то так тебя редко вижу иногда. Водку, коньяк. Нормально. Я вот позавчера сам коньяк пил. Нашелся в пизду, походу. Нормально. Главное, что дома. Главное, что дома. Нажратый и находишься дома, это заебись. А если нажратый еще где-то в пизде, ну это уже пиздец. Это плохо. Телка одна была хули. Куда девалась? Да, секрет. Тайна. Интриги и расследования. А, блять, нихуя. Вроде я больше ублажал. Потом туман. Да. Твою мать. Ну все, она получила то, что хотела, и ушла, видимо. Я так это понимаю. Просто раз и все пропало. Поматросила и бросила, как говорится. Бля, еще дракон убивать. Сучий дракон. Сучий дракон. Все-таки этот пистолет мне уже как родной. Да хуй, я был готов и дальше. Да. Бывает. Такое случалось со мной даже в свое время. Только такое, по-моему, один раз только было. И все. Так, Джулс Пачиген Буланда, чё? Почему я-то? Читай комментарии там, видно же. Блин, Виктор. Я же слушаю ваши истории, обсуждения туда-сюда. Чё у вас как вообще в жизни обстоит дела? Блять, ёбаный дракон. Когда же я встречу Энта? О, спина моя. Пальчик делаю. Такое себе погоняло. Для женатого человека. Я считаю, это пиздец. Да. Блин, вот урод. Оу, фак. Вот это дерьма я от него как-то не ожидал.
Да. Нормально. Жигай. Так. На. О, сука, иди нахуй. Брась. Ах, хуёво вернулся, надо было как-то под углом прыгнул, надо было конкретно вправо либо влево дать. Собака. Щеги. Щеги, блядь. Так. Кстати, шлемандр лучше одеть. Точнее, кипон мой. Шляпу эту. Попалите. Ёб твою мать. Мать твою. Патроны. На, ублюдок вонючий. Ща опичника его ёбнул. Бум! Бум, нахуй. Ну типа. Как-то так. Легкий босс, очень легкий. Я даже слегка вспотел. Я даже слегка спотел, говорит. Так, Рюкзак забит. как же спина болит. Бляха. Так.
Все, пришли к башне. Блин, вы просто представьте, как быстро я сюда пришел на самом деле. Намного быстрее, чем в кошмаре, конечно же. В кошмаре я просто, хуй знает, наверное, в часу 9-му, 10-му только смог сюда прийти. А сейчас какой час? Только 2-й? Час или типа того? Так, хранитель. Последствия мрачнее, чем предполагалось. Трещины в стенах. Человек. Ядро сгнило. Корень заражает все. Страж. С другой. В лабиринте есть... Корень угрожает. Когда страж. Гибель нескольких стражей открыла путь. Это место похоже и одновременно не похоже на меня. Сигулятель РБГЛ? Ядро, которому Почему? не нужен свет. Почему так думаешь? Корню помогли. Пожиратель стер стража. Увы, время не поможет одержать победу. У меня нет ни знаний, ни ресурсов. Это престол миру. В лабиринте я хранитель. Это престол. В лабиринте есть, но как бы там ни было, это все, чем я могу. Но как... Странно. Час 33. Да, может, зря так думаешь. Может, просто домой отвезли. А они сами тоже там потихо уже разошлись, наверное. Потому что тебя домой отвезли. Не думаешь? Ну хз. Когда я в Сратой, меня обычно домой друзья подвозят. Ну, когда, по крайней мере, я с ними тусил. Я сам домой, наверное, поехал. Не, однажды я на дне рождения одного одноклассника так нажрался. Просто как свинья. Ну, там у меня затяжной такой перерыв был. Да. Это, конечно, плохо. Там у меня такой затяжной перерыв был. И я вот такой бухнул. Вижу там, типа, виски, не виски, всякие такие прикольные эти напитки стоят, которые я вообще, типа, 1000 лет не пил. И я такой нахерачился там просто жестко. Ай. Меры не знал. Я лишь помню, как пригубил виски, по-моему, 3-й или 4-й стопарик, и все. Дальше я просто пропал. Вы благост таких, как вы, нет в этом мире. Я таких. Есть тот. Он не из тех. Да, вам нужно, но знай. Он правит из... Врата закрыты снизу, как и все. Для меня будет честью... Нет. Ваше появление. Доброго вам... Если париков 10 выпил, наверное. И туман. Ну, 10, конечно, пиздец. Еще, наверное, все вот эти вот стопори, которые ты помнишь, да? Вот которые ты помнишь, ты их на самом деле, скорее всего, выпиваешь где-то за... Ну, где-то в течение часа или 2 часов, на самом деле.
Но на самом, ну, как бы, по идее, да, должен их, ну, как бы, с большими перерывами, типа, пить. Ну, хотя бы там 1 стопарь через 20, 15, 10 минут. Ну, грубо говоря, так. Ну, и там еще и водой запивать, чтобы вообще нормально было. Эйс говорила, словно она всегда... А мне кажется, я тогда, типа, выпил 4 стопарика, ну, возможно, за 30 минут. Или за час максимум. Ну, пиздец, я там, типа, быстро их выпивал, скорее всего. Ну, у тебя, наверное, та же ситуация случилась. Типа, очень быстро там бук-бук-бук, и все. О, Пепси, наоборот, мне кажется, только хуже делает. Вообще, любой газированный напиток, мне кажется, только хуже делает. Вкусно, конечно, но потом твой мозг по пизде идет от того, что ты выпил. Просто идет нахуй. Мозг. Чё прокачать? Ну, если не помнишь, то это как бы не важно же. Вот если бы хоть помнил, было бы еще нормально. А так, эпизоды какие-то. Типа такой просыпаешься, а рядом такой ананас лежит. Такой охуеваешь. Какого хуя тут ананас делает? Вот это был вообще прикол. Как в этом, как я встретил вашу маму. Вот там были приколы так настоящие. Так, приколы. Блин, тут что-то такое. Я определиться не могу, что бы качнуть. Что бы качнуть, что бы качнуть. Да, как качну. Цепь жителей пустоши. Или... Нет, хотя не буду пока ничего качать. Два косых. Ты же в курсе, что посреди... Я надеялась, я бы туда... За КБ бухать постоянно надо находить. Да. Это да. В разносе до похода. Ну, осознание проблемы — это уже половина. Осознание, признание — это уже половина пути преодолению данной проблемы. А вторая половина — это решение проблем. И все. С 5 вечера бухали вдруг дома. Это, блин, конечно, жестко. Так, ну-ка я хочу пойти к этому долбанному ублюдку, хранителю. С 5 вечера суббота норм. Ну, для меня, наверное, как-то жестко. Я сам просто очень редко так бухаю в компании. Ну, типа, супер редко. И, типа, встретиться с кем-либо там в 5 часов вечера, или еще типа того, и бухнуть, ну, это, типа, для меня большая редкость. Выходной же. Друзей мало. Да. Друзей мало. Ну, а суки, хоть по мне стрелять. Семейный, наверное. Ну да, семейный, но остальным-то люди, с которыми я, по крайней мере, раньше тусил. Я ж холостой, молодой, типа. А, у тебя...
типа наоборот. Я типа семейный, и остальные ну, как бы холостые. Справимся. А у тебя типа ты холостой, а остальные семейные. Как-то так. Не, ну даже семейные, если даже типа человек семейный, но это его как бы иногда даже не останавливает. Ну, типа пойти, потусить, погулять. Это понятно. Ну а я такой типа семейный, который там любит посидеть дома там, ниже чем пойти потусить. Мне раньше еще хоть как-то звали. Друзья, с которыми я раньше бухал, там, тусил. А потом вообще перестали, потому что... Не, нахуй, нахуй. Знаете ваши гулянки, бля. В которых я нажираюсь, как собака. И все. Вот вообще перестал. Не против, типа, да. Не, ну у меня жена-то тоже как бы не против. Там, пойти, чтобы я пошел погулял. И все такое. Если я, например, в редких случаях своих иду гулять, типа там, с моим единственным другом Лехой, я ему, ну, я говорю, типа, я пошел гулять там с Лехой. Все. Лол, башни нету. Погоди, это О, погоди. Сейчас тут надо, походу, сейвануться. Мне кажется, тут сейчас босс будет. Не знаю почему, но у меня такое чувство. Умер во мне этот дух веселья, скорее всего. Сука, невидимая башня стоит тут. А ведь стоит, блин. А я надеялся босса повстречать. Так, из первой локации единственный босс, которого я не встретил, это долбанный Энд. Энтушка. Восточная ночь. Я не помню, как там дальше пилось. Надо бы, кстати, посмотреть Аладдина нового. Норм, не норм. Ну, скорее всего, дичь, конечно. Один хуй. Хочется посмотреть. О, я видел, кстати, трейлеры
По нового фильма тоже там под Дисней. По старому мультику. Леди и бродяга, блин. Пиздец, вот что, но Леди и бродягу я вообще не ожидал увидеть. Леди и бродяга, блин. Капец. Нелегко было. Нелегко было, блин. Тупс. О. Где он, блядь? Пыхтит, кряхтит где-то. О, опять разбивать посуду. Ёпаш мать. Опять ломать посуду. Капец. Как много всего. Там спортом занимается, что ли, блин? Хорош. Кряхтит, пертит там где-то в углу. Заебал, он дрочит, что ли? О, как вас много там оказывается. Дротистов. На изи неинтересно играть. Да почему? Это самый нормальный такой оптимальная сложность для меня на данный момент. Ну типа. Так.
Ну, да, я, скорее всего, я вот допускаю одну такую вещь, то, что, скорее всего, ну, я как бы немного подкачался, когда играл на Кошмаре первое время. И для меня сейчас это вообще не испытание, как бы. Я уже такой более прожженный парень. Меня, типа, не проймешь всем этим вот... То, что творится на харде, это все типа слишком изишно для меня. Но а что сделаешь? Если бы я не включил вот этот режим хард, в котором сейчас бегаю, то я, скорее всего, не взял бы деревесную кожу там. А без древесной кожи хер там побегаешь в этом, в Кошмаре. Сейчас у меня супер броня будет вообще. Ебаться какая тяжелая броня. А просто гляньте, сколько у меня. 348 брони. Вот эту хуйню сейчас еще прокачаю. И будет уже, ну, побольше. А так, когда я бегаю с той маской, как она называется, не помню. Короче, с корневой маской, то там уже, да, уже 360 с чем-то брони. Смотрите, я снова вот в этих вот данжах, снова в этих вот локациях. Вот эти вот уёбки меня ложили с первого выстрела. Сейчас они меня хер положат с первого выстрела. Вообще, ни в какую. Как бы они, сука, не старались, я не умру от первого выстрела. Потому что у меня теперь броня. Броня. Так. Ну, пожалуй, револьвер такой себе. Нахуй. Так. Вот это возьму. О, давай-ка жетон переноса попробуем. Никогда я им не пользовался. Это типа бринк. Хочу блинковать как супер-пупер аниме-герой какой-нибудь. А, нихуя, у меня 8 очков таланта. Как тут? Пиздец. Охуеть, это тяжелый стал. В плане брони. Тупо 381. Ой! Меня комарик укусил. Было немного больно. Ауч, это что делаешь? Нихуя я крутой. Пиздец. Ладно. Бум. Лежать. Понял. Нелегко было. Тут бы включить еще песню. Знаете, как называется? Блин, кто ее поет-то, не помню уже. Вот там примерно такие слова. Типа, я бью женщин и детей, потому что я красавчик, потому что я сильней. Па-па-па-па-па-па-па. Ну, на самом деле, это мой уровень на данный момент. Как бы. Я ж не в обычной сложности, по крайней мере, бегаю. Нихуя себе. Опа! Подожди-ка. Пиздец! Я полечился и сдох одновременно. Ебать.
Классно я его убил. Справился. Блин, нихуя прикольно. Найс. Интересный данж, кстати. Как будто бы я здесь не был. Но я здесь был, походу. Предмет такой я, по крайней мере, уже поднимал. Пиздец, этот данж огромный просто. Какого хуя он такой большой, блядь? Тупо пробежал, тупо пробежал. Сука! Заеб... Опять этот данж. Я вот точно в этом же месте и остановился в прошлый раз, и я как будто бы, блядь, не уходил вовсе, блядь. Пипец. Вот это, блядь, прикол. Ебать, только не умирай, только не умирай. Ой, да ну нахуй, так, сука, бля, проебаться, пипец. Ну, блинки, конечно, прикольная штука, но лучше я возьму что-то получше.
Вот тут мне броня, кстати, не помешает. Купол, щит. Щит. Постараюсь добежать до туда же снова. Да ебанись, ну чувак, сука, урод вонючий. Блять, суки, вонючий. Тихо. Я в конце данжа появился просто. Пошел! Пизду! Пиздец! Ну не мудрено, 2 часа. Ты бы отдыхал. А, друзья спят уже. Ну вот. Наверное, не меньше тебя выпили. Вань. Да. Вот эта гулянка, конечно, удалась. Ну, сука. Наверное, боялся, что облюет диван. Хороший друган. Прилег в ванной. Все как надо. Да вы, блядь, мелкие уёбки, вонючие, сука. Девушка была. А. Да хуй его знает. Это останется загадкой, как говорится. Загадкой останется.
Блять, эти ебаные двери откроются когда-нибудь, нахуй. Вроде отрезвел. О, нормально. Пиздец. Вот это, блядь, от души пострелял называется. Где ты последний мудак? Фига ты, блин. Куда ушел? Какой же ж мудак. Нелегко было. Да. Да, сраная лучевая пушка. 154 лома, блять, а я вот ради этого в сложности кошмар, блять, ебался тут 4 часа или 2 часа, я не помню. Даже так. Типа не в одного даже хотели. Ну тогда понятно, что она ушла. Если так подумать-то. Не. Ты про игру? Да. Да. Найс отмазался. Шучу, шучу. Да, неплохо. Да блин, ну, как бы появится, наверное. Сука, ублюдок вонючий. Да, братишка. Кайф. Нихуя, пацаны, ребята. Пили, только сколько топки не помню. Но мы же вроде как пришли к выводу, что 10, нет? Или все-таки больше 10? Или меньше? Да блин. Пятка. Так. Хуйня, модификатор. Ну, 10, наверное. Ну вот. Пистолет-пулемет. Опять посуду ломать. Так.
Фук. Чё-то не хуёво. Или больше. Не, ну если больше 10, ну это пиздец. Больше 10 это уже хуй знает. Это чересчур дохуя. Тем более водка, коньяк. А водка и коньяк, они, кстати, одного градуса или немного отличаются? Ну, по-моему, градус немного другой. Чуть-чуть, типа. Типа у коньяка вроде как тоже должно быть 40, но, по-моему, там чуть выше или чуть ниже. Это тоже надо учитывать. 40 вроде. Ну все равно и градус-то. Не, ну мне один хуй кажется, что там какая-то разница в градусе все равно есть. Небольшая, но есть, наверное. Хуй знает. Как-никак разные же напитки на самом деле. Мне кажется, даже то, что если вот ты пьешь, например, разного, ну, типа водки же не разные все, от разных производителей, все такое. Если вы пьете другую водку вместе с другой водкой, то мне кажется, там тоже есть какое-то небольшое отличие. Ну, в плане там, типа, водка клюквенная, водка обычная, там, типа, очищенная, неочищенная. Да откуда мы знаем, чувак? Я знаю, что это риторический вопрос, но тем не менее. Вот если бы мы знали. Тогда бы сказали. Наверное. Ай-яй. Всем стримам искать сучку, да. Че ты прям представил себе такую картину? Вот прикинь, был бы я как-то типа вполне себе популярным. И прямо все секунды, которые смотрят меня, бы спрашивали, искали бы, а как ее зовут, а кто она такая. И в конечном итоге еще и нашли бы ее. Номер бы ее нашли и скинули бы доку. Через, конечно же, надежные источники. Справился. Да. Это, конечно, грустно. Там уже чуть ли не... Ну, доку понять можно. Вот уже, считай, все, отношения уже, можно сказать, построил. Уже практически девушка считается. Девушка дока чуть ли не. Но раз и пропала. Это ж пиздец. Это как однажды мне вот приснилось то, что я получил какую-то неебаться крутую игру. Не помню. У меня какой-то такой сон был, когда я еще в старой хате жил. Мне приснилось то, что у меня какая-то супер новая игра, которую все ждут прямо
оказался у меня на полке вместе с другими дисками на ПК. Я такой, нихуя, я еще капец радостный такой проснулся. А когда проснулся, я такой понял, блядь, это же сон, ебаный, я так и расстроился. С хорошим настроением только просыпаюсь и потом понимаю, что это сон. Прям как песок сквозь пальцы ушло. Вот это вот. Мимолетное счастье. Или, например, сон, если бы там приснилось то, что лотерею выиграл. И просыпаешься и понимаешь, что ебаный сон. И при этом еще сон такой реальный, типа, был. Пиздец радостный, да. Потом просыпаешься и нету ничего. Ёб твою мать, думаешь. Честно, не помню, как дома оказался. И я в другом месте вроде был. Ну, тогда, если тебе это покоя не дает, рекомендую тебе вспомнить, где был для начала. Короче, маршрут свой вспомнить. Как оно все было. По цепочке все, по цепочке. По цепочке все вспоминается. И потом, может быть, такой вспомнишь. Нихуя. Все, отстрелялся. А все, отстрелялся. Так, тут. Ну, зацепки же есть, как бы. Просто берешь, спрашиваешь у этих ребят. Типа, опиши девушку, как ее зовут. А там выяснится то, что это подруга подруги, друга. Ну и там, короче, как-то по-любому на нее выйдешь. Это же... Ну не прям сейчас, блин. Куда ты сейчас ее ночью найдешь-то? Скорее всего, уже, не знаю, где-нибудь дома спят. Еще где-то тусуются. Сейчас уже нет, конечно. Сейчас ты уже просто лежи, отдыхай, балдей. Ну а что поделаешь, что поделаешь. О, 48 уровнем дог. Да. Самый олдовый олд на моем канале. Так, пойдем. Нахер заебался ломать эти... Как они называются? Посуду. Так. Думал побысывать, а опять жопу. Да, случается, чё ж. Ого. О, ни хрена. Ох, какого хуя.
Притом я чувак добрый, когда не быкую. Хм. Блин. А... Хм. Ну чё уж, бывает. Случается. Блин, хули они такие пафосные, блин. Хвасься. Блин, прям какая-то головоломка. Типа, найди скрытую тропу. Так, и чё, куда? Прямо? Блюдок. Следующий камень нажать, который надо пыли выходит. Вот который пыль выходит. Серьезно? Да нет же. Да просто рандом. Вот, все. Так, потом скажем сюда. Ёб твою-то мать. Ты нажимай, смотри, на следующий камень пыль выходит. Не-не-не, там не так же. Смотри. Сейчас тоже сам внимательно посмотри. Типа вот раз. Не выходит пыль. Два. Не выходит пыль. Не выходит. Не выходит. Не выходит. Не выходит. А, блин, сюда надо было шагнуть. Та-та-та-та-та-та-та. Потом сюда, наверное. Блин. Так, раз. Так, 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 так. Сюда, наверное. Ядрить, сколько тут этих нажать-то надо? Суки. Блять! Урод положил меня. Да пиздец. Ну благо я здесь же появлюсь. Прикольно, да?
Блять, вот эту нажать, что ли? Нихуя себе. Офигеть. Пиздец, и куда? Посмотри рисунок на медальоне в центре. Ща. Ну вроде так. По методу тыка же тут делается, по-моему. Нет, тут ничего не понятно. Был бы какой-то рисунок понятный. Так, не сюда. Вот. Потом сюда. Блять, сюда надо. Все, наконец-то. Уи! Секретик очередной. Офигеть, ему музыка заиграла. Прикольно. Кайф какой, да? Получение урона от врагов повышает наносимый урон в течение 20 секунд. Эффект складывается до 3 раз. Нихуя. Нихуя себе. Прикол. Создал. Он, конечно, такой уродливый. Ладно. Получение урона повышает... А точнее, получение урона повышает урон. Интересно, блин. Сука, столько лимонитовых кристаллов на него всрал. Но ничего. А, погоди. Блин, офигеть, у меня дофига лома. Это все с посуды, кстати. 9000, а до этого было вообще 11 с чем-то. Коряги все равно везде. До встречи. И такой с рюкзачком. Прикольная броня, но... Или вы спять? Ну ладно. Ага, иди уже. Хуй знает. Да отстань ты от меня со своей болтовней. А ты? Конечно. Так. Броня. Симулятора нет. Вес, кстати, пиздец тяжелый. Но, блин, ну так, смотри-ка. Сейчас я могу сделать себе вот, в принципе, вот таким вот. Потом сюда вот такие вот. И сюда вот. Вот такие вот. Почему снял-то? Вот такой вот странный сет у меня будет. Но 423 брони и вес у меня средний. А,
Неплохо. До встречи. Иди уже. В принципе, перекатывается нормально. Скорость бега тоже, в принципе, сносная. О, здорово, Антон. Привет. 423. Ну дохуя. Дохуя. А если я еще и буду... ну, если в полной броне, то пиздец, это... ебануться можно будет. Да, до хера брони приносит этот сет. Много брони. Блин, как-то в магазин хочется выйти. Сок купить или что-нибудь там. Сижу. От жажды помираю. Но прям вес чувствуется, то что он медленно как-то ходить начал. Кстати, что у меня там по сопротивляемости? Такое. Вот там бессмертный король, которого мы ёбнем. Которого мы убьем. Кстати, насчет бессмертного короля. Он нам даст задание, когда мы дойдем до него, отдать ему сердце стража. Добыть сердце стража, типа, и отдать ему. Я думаю, на сей раз я выполню его миссию. И отдам ему сердце. И после того, как я его отдам, или что-нибудь того, убью его, не знаю, посмотрим. Ну, короче, идея в том, чтобы выполнить задание. Ебать! Кстати, вообще мало урона наносит. Ну как бы. По умолчанию от всех этих тычек я бы уже лег. Но сейчас я даже не думаю ложиться. Моему челику вообще похуй на все это. Так. 5 очков таланта. 445. Пиздец. Теперь не 23, а 45. 445 брони. Ёб твою мать, терминатор идет. Народ, посторонись. Так. О, сундучок. Чё, как много посуды. И все надо ломать. Ё-моё. О. Ну давай, аборигены, нападай. Блин, патронов нет. Что там, очередь выстроилась? Да. Да откуда эти собаки, господи, берутся? Хорош. Нихуя, кто так смеется? И кто там такой смельчак? Кто там такой, блядь, весельчак? Ты что ли?
А я, блядь, собака ёбаная. Пиздец! Перелазь, ёбаный рот! У! Вот это сейчас было немного весело. Справился. Так. Угу. Хоп. Блин, ну погоди-ка, если я обратно вот так вот сделал. 401 всего лишь. Ну, блин. Оставлю ту броню на потом. Когда буду сражаться против боссов. Просто мне легкий сет более нравится. Легкий сет брони. И к тому же шансы падения предметов больше. Да. В этом истинная причина. Так. О. И где? Ты эту пустыню уже сколько лутал? Ну, я понимаю, так кажется. Потому что в прошлый раз я тоже был на этой ебаной пустыне. И сейчас я на этой ебаной пустыне. Просто так совпало, понимаете? На самом-то деле я здесь, типа, в этом прохождении впервые. На самом деле я здесь впервые. В этом прохождении, по крайней мере. Сейчас. Тут столько посуду надо поломать. Опять посуду ломать, да. Мания распивания посуды. Я страшусь больше всего того, что я однажды ёбнусь и начну бить посуду дома нахуй, играя в эту игру. Типа возьму и ёбнусь ни с того ни с сего и начну ломать посуду дома. В надежде того, что оттуда деньги выпадут. Вот был прикол. Прикиньте, бью посуду, а там деньги. Рубли такие падают. По 23 рубля, 50 рублей. Охуеть. Справился. Но я бы, кстати, на своем доме не остановился бы, наверное. Я бы продолжил ломать. И пиздец. Все, вандал нахуй. Продолжил бы ломать еще где-нибудь снаружи. Да, пустыня. Уже, я бы сказал, пустыня.
Да-да-да-да-да. Так. Блин. В этой пустыне долбаной столько лутать приходится, пиздец. Тупо пощада. Пощада, игра, пощада. Хватит мне показывать посуду. Черт, патронов нет. Бля, аж патроны кончились нахуй. А чё выпадает? Бабло выпадает, плюс ресурсы, которые необходимы для улучшения оружия. Ну, необходимые вещи выпадают, в принципе. Поэтому приходится лутать. Не просто же так, не просто. Ау, фолиант. 203 уровень уже, кстати. Так. Все, древесная кожа на максимуме. Охуеть. Чё бы дальше качать? Чё бы дальше качать? Сейчас найду. Шанс срабатывания. Сопротивление стихиям. Расход выносливости. Хуйня, хуйня, хуйня. Снижение урона в дальнем бою. Так. В дальнем бою. В дальнем бою. Слушайте, вот это вот в принципе можно качнуть. Можно максимизировать теперь вот этот момент. Дар матери. И было еще что-то другое. Чат заело. Чат заело? Бля. Где там чат заело? Ну ёп, пошмать. Так. Так, 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 так. Чё ж ты заедаешь, зараза? Во. Хотя бы так сделаем. Так, ладно, давайте-ка дар матери качать. Теперь будем полностью качать дар матери. Так, в блок пойдем. Надо... Ящики
Коробки с патроном купить. Ящики с патронами. Ну хотя бы пару штук. Хотя бы пару штук. Она наверх. Давай глянем. Ага. Так, у тебя чё? Эй, бродяга, Эй, бродяга. до Нихуя у встречи. тебя нету. Надо бы хотя бы немного Отстань, прокачать. со своей болтовнёй. Что тебе? Вот это вот пистолет-пулемет, мне кажется. Ну, типа немного это так. Что-то я увлекся. Ладно, плохо. Качну еще. До встречи. Так, давай-ка сюда. Это поставлю. Нормально. Тут же вообще в дичайшую броню можно уйти. Тут что-то было такое, что дает мне еще броню. Так, дополнительного урона. Повышает эффективность брони на 15, блять. Ебать! 449. Ебануться. Если я эту хуйню одену, плюс ту хуйню тяжелую, у меня тупо 80 и будет. Ебать, у меня чел просто, блядь, жирнющим гандоном будет. Бессмертным просто. Вот это да. У меня же сейчас, считайте, сет на фарм постоянный. Ну, типа, у меня вот, типа, опыт, чтоб фармить и все такое. А есть вот то, что лом дает? Интересно. Много лома, чтобы было, типа. Такого нет, в принципе. Но сердце волка нормальная тема. Скорость движения на 10% увеличена. То есть я уже ускоренный. Как будто бы постоянно под адреналином бегаю. Это же охуенно. Еще инфолиант. Надеюсь, мне не выпадет честь снова драться с этим ебаным ублюдком. Есть такой босс, точно такой же. Он выглядит так же, но пиздец какой жирный. И у него рука удлиняется еще. Короче, неприятный босс, очень неприятный. Нахуй он такой нужен, как говорится.
Так. Ого. Как знал, что что-то пропустил. Есть у меня чуйка на ут. Чуйка прям. Сука, блин, больно же было. Так. 2 очка. Радиация. Я вот вспомнил, кто-то заходил. Не помню, то ли кто-то из вас, вот Виктор, по-моему, или Филипп, я точно не помню. Кто-то такой заходил, спрашивал, а в этой игре аномалии есть, типа, ну как будто бы, ну прям, как Сталкер игра. Ну да, внешне, кстати, она похожа немного, местами. Казалось бы, по сеттингу похоже, да? Но нет. Ебать вы стреляете, ребята. Да ёбаный ты ёжик. Да в рот ебись, говна ебаного, ты кусок, сука! Надо бежать, а не перекатываться, сука. Вот каждый перекат, он, блядь, четверть выносливости всего выносит нахуй вообще. К ебеням. Ничего не остается. Надо менять ствол на охотничий. Иммунитет крикуна. На 30% меньше урона. Пожирающее кольцо поставим обратно. Оно дохуя урона приносило. Ебать, вы какие агрессивные суки. Они дохуя ли тут черепов, нет?
Бля. Вообще мало сносит. Блин, вот с этим модом это вообще... Бля, как же вас тут много, тварей. Блин. Мод закончился. Алюминит выкрутил. Да. Дорогу. Ебать, они просто респают. Они просто возрождаются передо мной, блядь. Вот это только что появился просто перед лицом у меня. Это ж ненормально. Как так-то? Не надо так. Нормально. Блять, кто-то меня еще видит. Типа он близко. Как камень гравитации. Это что, новый данж? Повышает урон на 25, если в радиусе 8 метров от владельца врагов не менее 3. Нифига. Блин, прикольно, прикольно кольцо. При босс-файтах, кстати, очень даже хорошо помогает. Просто бегаешь вокруг мобов, не убивая их, и наносишь урон этому боссу, и все. Плюс 25 урону. Охренеть до хера. 25% много, да. Просто ваншотнул, блядь.
Блин, тупой череп. Ну-ка, что тут у нас будет интересно? Какой отвратительный мудила нас тут ждет? Привет, геймер, бро. Да, игра крутая. Игра крутая. О, блин, это же кинолог. Кинолог. Сука, с кинологом было не просто как-то раз. Берлога хищника. Тише. Разбудишь стаю. Откуда ты тут? И все же... Садись, но не шуми. Если они... Мясо повелителя гончих. Спасибо за разговор. И будешь шуметь, тебе крышка. Давай-ка. Ладно. Долго рассказывать. Я изгой. Бури стая. Вот. Доводилось слышать о жатве. О, привет, Дэн. Все задротишь, а другие люди на заводе въебывают, пашут, а ты все игрульки играешь для детишек. Да, потому что могу себе позволить. Ну, это пока что, да. Пока могу себе позволить. Раз в 7 лет бессмертный, как они для... Как дела? Это великая честь. Я был рад. Что? Избранных. Мне повезло. Добей за Мартина Ронду Блад, а то он уехал как конч. Ну, понимаешь? Понимаешь? Ты человек, который работает, а я нет. И я тут такой подумал, то что за 100 рублей, пожалуй, пройду Ронду Блад. Да. Так, почему смертный король убивает Боря? Говорят, он бессмертен, только... Тиран. Тиран. Так, С чего вдруг? Мы же семья, а то... А разве ты не станешь защищать свою семью? Не вижу между мной. м, Она не укусит.
чего вдруг? Мы же семья. Я не исключение. Хватит. Довольно. Нифига себе, стримеры за деньги начали реквесты принимать. Вот этого подняли себе самооценку. Подумаешь, включили программу для вывода трансляции, уже деньги хотите. Так не идет, это не работа. Бля. Да. Бля. Блин, эту сволочь мне убить надо бы. Точно есть. Тише. Ютубер смотрел летсплей бесплатно, а тут за деньги. А тут еще и общение. Нихуя они его загрызли, прикинь. Он его загрыз. Он грызет его, блядь. Он убил его, ебать. Ничего себе. Кошмар какой, кошмар. Нелегко было. Ну где ты еще получишь такие позитивные эмоции, как не здесь? У меня на стриме. Блин, жизл контролем. На чат рубейт. Ну да, с этим я согласен. Значит, рубейте ты точно дофига позитива получишь. Эмоции, фап одновременно. Да. Но как бы... Ну да, ну да. Да. Котейкин ТВ. Здорово. Кстати, Дэн. Дэн. Мы вот подумывали с Мартином, типа, в следующем году куда-нибудь типа, полететь. Вот тебе надо было сообщить об этом еще. Короче, деньги копим. Будем деньги копить. Когда я на работу выйду, тоже буду денежку откладывать на путешествие. Необходимо, чтобы ты тоже включился в данную затею. За рубеж. Не в Россию. А то вот, ну, Мартин такой, типа, подумал, предлагал, типа, да, легче тебе, типа, слетать, вот, типа, в Якутск, говорит. А я ему говорю, нет, ты что, ебанулся, типа, ты глянь на цены, сюда вот слетать. Он глянул и, типа, охуел, говорит, блядь, 44 тысячи, ну, нахуй. В пизду, типа. Уж лучше реально куда-нибудь за границу. Так что так, чувак. Вот думаю. Сейчас, типа, деньги копить и загранки делать. А потом уже решать, куда летать. Нихуя они друг другу копья метают. Слишком сильная идея.
Да, ну в том-то и прикол. А чё бы нет-то? Просто откладывать бабосики. Бабосики откладывать и все. Нелегко было. Ну, в конечном итоге там просто заставим тебя взять кредит, когда придет время улетать. Просто. Бери, блядь, кредит, сука! И все. Не, а чё, так было бы прикольно слетать куда-нибудь? Реально. Хорошая идея. Если так, то только в Японию. Пиздец, ты ёбнулся. Не, ну, ладно, Япония хорошая вещь, как бы. Но она очень дорогая. Пипец какая дорогая. Я бы тоже хотел Японию на самом деле. Но она такая, сука, дорогая. Интересно, типа... со все включено. Сколько будет стоить Япония? И сколько нам потребуется, например, копить для Японии? Ну там, скажем, если будем откладывать... Не, ну по 1000 рублей до следующего года нам нихуя не хватит, конечно же. По 5 еще... По 5, конечно же, хватит. Но если по 5 копить, то денег на жить не останется. А так просто из такого ничего не приглядывается. Из такого ничего не приглядывается. Но хуй знает почему. Есть же всякие там. Ну даже не знаю. Типа... Ну... Амстердам. В Амстердам-то чё нет-то, блядь? Самый нормальный Амстердам слетать. Кексиков поесть там. Чё-нибудь такое. Ебать, вот это локация, в которой я не был никогда. Вот сейчас я прибалдел. Да ёб твою ты мать. Опять посуду ломать. Нихуя не солод. Не, вот такая шляпа. Тут тупо Европа не катит. Мне и вражки хорошо. Ну тоже мне. Не, ну я просто просуждаю, к примеру, типа думаю. Япония, блин. Не, ну конечно, Япония было бы интересно очень. Дешевле в России отдохнуть. Ну, тоже вариант. Типа слетать в Сочи, да? Эй, бродяга, В Анапе отдохнуть. береги себя. И тем более мы не так уж... Нужны вещички?
близко знакомы, чтобы куда-то ехать, и то тем более за границу. А Мартин был не против. А в Рашке-то можно отдохнуть хоть где. Ну ладно. Блядь, не блядь. Это если в будущем. Иди уже. Эй, брат, Не, ну казалось Что тебе? бы, хорошая идея. За границу-то. Казалось бы. Я хз, по какой причине Мартин такая идея пришла. Не, ведь эта идея мне пришла. А он, в принципе, эту идею поддержал. Сказал, ну норм, чё. Можно было бы. береги себя. Ну, сейчас рано заглядывать, еще пару бухлостримов и решим. М. — 15 дней. Когда он вернется? Получается... Он уехал буквально когда? Не так давно. Блять, когда он уехал? Он как раз под май ЗП вернется, вот это заебись. Под мой ЗП вернется, вот это будет заебись. Ага. Да ты заебал так падать, чувак, блять. Главное, хилку использует и падает. Справился. А я в понедельник, наверное, пойду сразу же в офис Майтона. Работу искать, выпрашивать. Дайте работу, плещ. Говорить буду. В рот ебал. Go в дис, чё-то писать лень. Давай, ща. Погоди-ка. Ой-то. Ща подойду. Так. Сейчас, наверное, я тогда вернусь. Быстренько сейчас выйду кое-куда и зайду.
Блять, какая сука по мне стреляет? Нихуя себе. Вы чё, охуели, что ли? Тут как безопасная точка, блин. Пиздец. Охуевшие. Нелегко было. Так, вот эту срань я подниму наверх. Вот так вот. Так. Так. Блять, всякие сообщения в Дискорде. Веселые, блин. Так, алло. О, Погоди еще. так. Дэн, здорово. Здорово, чё, как ты дела? Да, хорошо. Дома один тусуюсь. Сегодня только с деревни съехал. Отдохнул там, капец. Только, правда, последнюю ночь прям в 3 часа проснулся, не смог уснуть. А до этого тоже там проснулся в 3 часа, но благополучно уснул и проснулся в 9 часов утра, потом... Хуй знает. Видимо, почувствовал, что снова эти стримы будут организм. И стал подстраиваться. Да. Коньячку пухнул в деревне. Прикольно было. Я говорю, коньячок это хорошо. Да, это прикольно. Здравствуй. Не знаю, я тоже сейчас сижу у одного чувака, бля, привет или нет, блядь, с коньячку охот ебаный. Потому что пока выходные, потом, блядь, не попьешь, можно так сказать. Диомеди, спасибо за фоллоу. Спасибо. Так неожиданно приятно. Видишь, блядь, пришел, люди начали подписываться. А ты Да подписываешься. че за нахуй? Так, сейчас. Спасибо за подписку. Конечно, в такую душу не играешься, блядь. Здорово. Блин, а смысл игры? Тут просто типа память делаешь. Бля, погоди. Потише сделаю игру. Но... Грубо говоря, да, бегаешь, фармишь, данжи там типа Нет, ну это зачищаешь. типа как Souls игра все равно, да? Грубо говоря. Нет, на самом деле она ближе к тем старым играм, ну типа Diablo или что-то в этом роде. Она, короче, я понял, это типа такая, как серьезного сцена, только с элементами RPG, что-нибудь такое, всякая хуета, то есть бежит с разных сторон там. Ну типа. И в конце данжа, в конце каждого данжа еще типа босс ждет. Или какая-нибудь задача. Типа
пережить сюжет какой, то волны, есть, всё ну, кто такое. вообще, то есть герой. Ну, главный герой какой-то парень с деревни, которого отправляют на лодке, типа, в большой материк, где он должен добраться до какой-то башни и ёбнуть какого-то дракона и вообще выяснить, что за хуйня происходит. Ну и в конечном итоге, типа, спасти всем жопу. Блин, короче, это как в жизни у нас все происходит, потому что реально, что не возьми в армии, все с деревни там, блядь, с войны, Да. все с деревни, чуваки, то есть жизни спасать все из деревни, нахуй. Городские отдыхают вечно, блядь, хуел быть городским. Да. Деревенский парень всегда работяга, трудяга. Только так. Блин, я не помню, когда вот к себе в деревню ездил, ебать, это вообще был, блядь, наверное, лет 10 назад. М, Не знаю, что-то не особо сейчас скатывать к каким-то таким колхозным местам кататься, что-то такое, блядь. Не, Тут ну, по городу, типа, хрен погуляешь, город здоровый, блядь, там, ебешься гулять, в деревне отдыхать. Если только знаешь, там, позовет на шашлыки какие-нибудь, там, на озеро, только так, а чтобы самому, типа, знаешь, там, идея такая загорелась, блядь, в деревню никогда вообще не загорается в жизни, блядь. Как у тебя идея выехать за, блядь, за границу. ну, как бы я тоже не был инициатором данной идеи. Просто, типа, с детьми, Не, ну это, с блядь, женой. знаешь, это, блин, реально, типа, ну вы семейные люди, блядь, можете на обои съехать, я нахуй вообще. Хм. Могу записаться, скажу, мать, на тоже как ребенок, блядь, меня привези бесплатно там. Да. Это ты, это тебе, да, надо за границу съехать, у тебя семья большая, блядь. Тебе паспорт надо делать. Паспорт делать Ах, надо? Тем более, блядь, хуй знает, мне вообще дадут, блядь, или не дадут этот загранпаспорт, мне статья же, блядь. Какая статья? По психике я хуел с ней. Вроде должны, нет? Не знаю, права нельзя вать. М, То Ну и есть, печалька. Если, блядь, с правами, то нет. Да, хуй знает. Да может и можно, блядь, но это надо заниматься пиздой. Просто это реально, типа, такая идея, это, конечно, знаешь, идея на уровне, блядь, хочу стать, блядь, президентом, то есть это надо понимать, что, блядь, Ну ты надо эту идею слишком... откладывать. И это вот в том-то и дело, это так прозвучало, соответственно, блядь, за границу выехать. А чё? Охуенно же. Барса, блядь, в мой город приехал, я уже охуел, блядь, мне, в принципе, больше ничего не нужно, блядь, в жизни, нахуй. Да. Ну а чё, надо брать выше? Это Дэн Давайте на энтузиазме. как-нибудь в столицу в Москву поедем. Да. Если Москву? ехать только бы что-нибудь отдыхать в Крым, блядь, и то дорого, нахуй, там 30 с хуем тысяч, блядь, на одного человека, нахуй, это пиздец, блядь. Так Крым, хуй знает, тоже такое себе. Да я не знаю, блин, но Крым вроде дорогой, нет? Просто, знаешь, за границей это опять же, типа, блядь, для кого-то, типа, по мне, вот, блин, кататься по Амстердаму, блядь, типа, таким, я не знаю, не особо впечатлительно. Вот чувак, только Японию, наверное, блядь, вообще всего, блядь, всей точки континента, нахуй. Не, ну ты, конечно, в этом-то как бы не единственный. Всем хочется Японию. Я бы Второй вот раз, тоже что слетал. может в Америку, блядь, ну, поставлен таким, как Франция, там, блядь, всякие Великобритании, нахуй, пизду. Хм. Канаду какую-нибудь, блядь. Особенно если такие что-нибудь, как на море, там, Турция, хуюрцы, блядь, не, вообще, то есть. Хуй знает. Не знаю, в такие места вообще неохота. Просто, знаешь, типа, ну они вообще не впечатлят, это просто будут потраченные деньги, вот что я думаю. Да, просто тебе так кажется на самом деле. Но просто приедешь Нет, туда, это серьезно совершенно говорю, это серьезно говорю. другая картина же будет. Нет, Понимаешь? просто другая картина, если я в Японию приеду, блядь. Не, ну Нет, Япония это, такое. конечно, бесспорно. Это... Просто Япония, знаешь, мне близко в том, то, что, типа, у них, во-первых, и, в принципе, не нравится вообще, как все, то есть, дизайном дома сделаны и все. То есть, блядь, чё, пляж, море, нахуй, везде один, блядь. Даже те же Дубаи, блядь, все.
ты, конечно, рот разнишь, что то, что там небоскребы, там вся хуйня, там, например, там все, блядь, на спорткарах катаются, ну, то да, блядь, типа, немного и то, блядь. Ну. Походу, блядь, культуры проникнуться, например, а в этом что там проникнет? Какую-нибудь язву, блядь, поймаешь. Ты так говоришь, как будто везде жопа, а Япония это одна нормальная такая страна. Да, блядь, потому что нет. Я не говорю то, что везде жопа, что мне близко просто. А, Я просто не вижу деньги копить куда-то, нахуй, не мое любимое место. Нахуй мне это надо, блядь. Же логично. ну, Так знаешь, что мы как можно никуда не сделать? поедем. Ты хочешь в Амстердам, я в Японию, Мартин хочет вообще нахуй набухаться хоть где, блядь. Ебать, короче, никакой. Ну, он нейтрал, блин. Типа... Не, ну, конечно, я насчет Японии вообще не против, как бы, ты чё? Это, наоборот, типа, крутое место, но, блядь, копить туда, хуй знает. Ну, вот чисто ради интереса, да, попробуем там, типа, вот... вот Самара до Японии там вообще сколько будет стоить? Загугли там, типа, билет, там, типа, точнее, вылет с Самара до Японии. Потом я гляну. Вот у меня она будет дохуя стоить, мне кажется. Так, а вы билеты в Токио, на эти билеты? Да, в Токио. Ну, допустим, блядь, понедельник. Обратные билеты не нужны, меня сейчас усвечивает. Уже, блядь, сумма такая, можно сказать, уже серьезная, только на билет копить, блядь. Сколько? Ебать, 20 тысяч. Всего? Всего? Всего, да, остался один билет, 20 тысяч. Нормально. 20 тысяч всего. Вообще хуйня же. Это только в одну сторону, да? Да. М-м-м. Нормально, чё? В одну сторону. Самый дешевый 19 тысяч, самый быстрый стоит 66 тысяч рублей, самый быстрый. Не, нахуй самый быстрый. Самый задроченный и оптимальный. Блять, на самолете я никогда не полечу. Ты видел последние новости на пизду, ебать? Нет, я, блядь, пешком дойду нахуй до Японии, блядь. Ауч. А что там было последний раз? Ты видел то, что, блядь, наш самолет, там это, как он, чайка улетела, блядь, театр там. Чайка? Ну, ты чё, новости, блядь, не смотришь, нахуй? Нет. Чайка влетела, блядь, в этот, нахуй, пропеллер или чё там, самолет он там оставил на поле, блядь, кукурузный. А, Спас чуваков всех, блядь, человек. Потому что они тоже в Японию могут сыкать, чайкой. блин, я всю жизнь летал на самолете, можно сказать. Я вот конвоиром, когда работал, блять, самолет у нас наихуевейший был. Это типа, как он назывался-то? Какой-то там. Короче, винтовые самолеты. самолет Ну, просто максимально хуёвые, я тебе говорю. Я там вот точно пару раз, кажется, посидел. Но хуйня это все. Нормально. Тряханет пару раз. Максимум. Турбулентность. Укачивает, блядь, в самолете подавно, нахуй. Да, нормально. Херово, короче, делать, езжай один за границу, нахуй, копи деньги. Ты вообще сначала в этот, как в Майдану сходи, блин. Майдан, нахуй мне туда Майдан. Майдан, блядь. Майдан, да. Че, блядь, обряд просвещения или там загранпаспорт выдаешь? Работа есть, блядь. Ага. Каких залевых или заправых там. Тогда я уж точно, блядь, за границу не улечу, блядь. Да не нахуй. Вот знаешь, порой, типа, вот когда взрослеешь, реально становишься патриотом, никуда, блядь, вообще неохота с России уезжать. У нас тут все заебись. Патриоты не такие. А то буду там улыбаться, в Европе ходить люди. Я же не люблю, типа, знаешь, там, как меньшинство там понимать, блядь. Я не толерантный, мне похуй. Я россиянин. Ты знаешь, что заголовок такой, россиянин, значит не толерант. Так что нет. Особенно, знаешь, деньги копить, это тоже надо уметь, блядь,
Они копятся, потом такой бам, надо что-то купить, блядь, такой. Нахуй, блядь, никуда не поеду, деньги потрачу. Ну чё, офигенно. Самодисциплина и все такое. Попробовать стоит. Деньги копить? Мне никогда в жизни не получалось. Я, блядь, всю жизнь хотел на что-то себе накопить. Никогда. Все или пропивалось, блядь, или куда-то там покупалось, но никогда не копился на что-то именно, блядь. Ну, по Я сути, не у меня могу, я, тоже. знаешь, вот я такой человек, знаешь, типа, если у меня какие-то деньги есть, я их все спускаю, потому что у меня денег нет, у меня вообще проблем никаких нет, ну. Потому что когда деньги появляются, ты, блядь, и выпить хочешь, там, и купить что-то себе, там, и то, и все, нахуй. Типа, а когда они лежат, знаешь, они прям вот тебе, блядь, ночью там, потратить нас. Не-не-не, никак, блядь. Это зависимость тратить. По сути, типа, так и должно быть. Деньги есть, надо их сразу куда-то деть, потому что нахуй нужно. Да я по сути такой же, но, блин. Господи. Мы ж не запрограммированные роботы. Привет, Хоук. Приветствуем, привет, здорово. Да, здорово. Мы вот тут Так что- планируем за границу слетать, типа в Японию. Но один типа говорит не против, он патриот России. Там, ну типа чё? Типа, Да. нахер надо. Я Россию люблю. Блядь, я в Японии... Вот, знаешь, я посидел с чуваком, постучался в дверь, сказал, в Японию поедешь, блядь, бесплатно, я поехал, блядь. Деньги Ну тратятся, так, нахуй. конечно. Так ты, Блядь, блин, деньги сразу тратятся, не блядь. патриот. Я Ну, сейчас на рынок скажу, мне Япония нахуй не нужна, там много японцев. Я уже, можно сказать, бля, в Японии, в Токио. Ты это не слышал песню МС Антоха? Токио! Нет. Так же там. Ну, наверное, прикольно. Да. У тебя когда-нибудь вообще голова работала, типа, то, что типа, надо что-то кроме бухла покупать, нахуй, Блять, конечно. Никогда, нахуй, у меня всегда деньги есть, надо пропивать сразу. Ты, блядь. Потому Ну, что, это, конечно, блядь, жестко. у меня философия такая, деньги это как, можно сказать, как наркотик. Деньги же наркотик, вот я их трачу на наркотик. Пиво, блядь, вот. Не. Нет. Трудно быть алкашем. А зожником тоже не хочу быть, я тоже меньшинство, блядь. Меньшинство. Я думаю, блядь. Почему потом будут заяву писать, там и говорить, блядь, мне это обидели, блядь, мое мнение. Ну, кстати, не Когда они удивлюсь, если бухают, такая кругом херня меня не будет. обижают, блядь. Чё Да. говоришь? Я и даже не удивлюсь, если такое случится когда-нибудь. Так Еще. оно и есть, блядь, что ты видишь вообще, что происходит, окно открой, пиздец. Не, ну ладно, полный. пока еще такого не было, но, блядь, это как бы уже пиздец, не кажется? Это же типа супер Да это, блядь, челлендж, ты просто понимаешь, вот люди, утрированная блядь, хуйня. забиваются в группу каких-то, блядь, реально там забитых нахуй людей, типа вот пытаются там просто ломать систему, это как Мавроди, знаешь, там хотел, блядь, экономику сломать, а это люди, блядь, пытаются просто реально поднасрать Хм. масс. Хм. Да они всю жизнь такие люди были, просто знаешь, вот, блядь, их приняли как людей, блядь, вот и теперь пиздец, ну. Мгм. Просто типа о таких не говорили, типа, ну есть такие люди, все, а сейчас они и влиятельные стали, законы тоже Не, ну прям вот, на их стороне. не, ну согласись, то, что в нашей жизни пока они никак не влияют. Ну, блядь, просто в Не, интернете России нет, влияют. в России нет, Да. в России нет. А- И Блин. это большой плюс пока что, я думаю. Ну да. Я, конечно, за то, что есть там разные какие-то, не знаю, сказать, интересы у людей, там, блядь, разноплановость какая-то в жизни, ну, блядь, хуй его знает. Просто это до такой поры дойдет, то, что реально будут, блядь, вообще разные там категории, как я хуй его знаю, там, люди, которые там, бля, даже не знаю придумать, что хочу. Хм.
просто разные взять, там, блядь, фанат Power Ranger, блядь, отдельно, если только тем зайдет. Да и так уже есть Джиджо долбоебы, блядь, Гачи-миксы, нахуй, Гачи-мучи, блядь. Такие же можно что-нибудь шикануть, тоже скажут, блядь, обижают, нахуй. Блин, а самое смешное, знаешь, что то, что наша страна считается самой свободной на самом деле. Чуть ли не. Ну, свободно это... Не, ну свобода, знаешь, Иностранцы, с одной типа, стороны, может быть удивляются. везде. Мне кажется, свобода вообще везде может быть, даже и в тюрьме свобода, блядь. Потому что, ну, по сути, пока ты дышишь, уже свободно. Ты, блядь, сказанул нахуй. Пока дышу, уже свободно. Тебя, блядь, прикрути нахуй, не знаю, там, наручниками к этому, к батарее, блядь, этого, и все. Дышишь свободен, нормально. Нет, ты глубже не понял. Типа, тебя пристегнули, ты просто в движении не свободен. А мозг твой, блядь, свободен. Ты можешь думать, ты можешь вспоминать моменты, как здесь с пацанами бухал. Ты можешь, знаешь, в голове себя же придумать, просто не гулять, например, сам быть пристегнутый к батарее, а размышлять то, что ты типа, гуляешь там где-то на улице, хотя ты в РЛ, блядь, пристегнут. Охуенно же? Блин, где-то я такую мысль слышал. Кто-то такую тоже хуйню затыкал. Уже не вспомню. Но где-то я такое уже слышал. Ну это прям, не знаю, уметь надо. Медитацию, все такое. В астрал ходить прям. Прикинь, в реале тебя иглами точат, там, типа, тыкают всякое разное. Ну, есть такие люди, в принципе, даже, которые, знаешь, реально, то есть, умеют в себя уходить, им хоть что там, бля, хоть с руку отрежь, вообще, то есть, он прям в себя вошел и, как, знаешь, кого-то, у него реально как в кому впал и все, то есть, похер. Блять, сука. А, я вспомнил, где я о таком слышал. На РЕН-ТВ. Нормально. Да вы, сука, охуели, брать. Суки, демоны, блять. Окружили нахуй. А конец данжа так близко. Ёбаный рот. Ах ты пидал. Педалька. Ах ты педалька. Да. Да, надо, короче, себе свитшот нахуй на майка, осуждаемый. Персона. Не, кепку. Осуждаю, со словом. Или знаешь, типа, есть такая, типа, здесь может быть ваша реклама. И с такой ходить. Это тема. Да. Не, вот слово пегр, он охуенен. Я так тащи с этого слова. Как вспомню о нем сразу. Пегр? Да, пегр. Что такое? Ну, оно включает в себя два плохих слова. Это ж гениально. Просто. Пегр. Бля, на Twitch камера. Душит. А самое смешное, здесь не поднимешь никакие митинги, ничего, то есть систему это никак, то есть не поменяешь. Самое смешное, им это на плюс идет, и после этого еще будут какие-то ужесточаться законы. То есть, когда что-то не меняется, мне кажется, это наоборот, то есть потом еще хуже становится намного. Это как, знаешь, как какая-то зараза, то есть она начинает распространяться и больше. Мутировать, да.
Да. развиваться. Ну ничего никто с этим не делает. Люди привыкают, да, нельзя такое слово говорить, нельзя. То всех мы оскорбляем. Вообще, то есть, мне кажется, уже дойдет до того, то, что уже и стримеров будут выпиливать. Просто не понравилось. и всё. Выпиливать. Просто, да, на оскорбление, бля, какое-то. Ебать. Будут выпиливать просто так. Прикинь, Twitch просто. Так куда Не деваться? существует. Сам Не то, что не существует, там, типа, этот... Стримеров просто пальцем сосчитать, нахуй. После Просто такого. мне, знаешь, вот я не знаю, мне кажется, скоро дойдет до того, это даже может быть такой, знаешь, как, например, как сказать, как у Ванга, блядь, предсказания тоже. Смогут вести какую-то подписку или что, то есть вообще бесплатный стриминг уберут, когда, то есть реально дойдет до того, там, блядь, до пика людей, там, еще что-то, что сделать реально, типа, как платной какой-то услугой такой, что будут реально только чуваки какие-то прошаренные сидеть, все это. Никому доступа больше давать будут бесплатно. Ну это жестко, конечно. И... Не, ну это уже, считай, не знаю, альтернативная история с Гитлером прям. Если Не, бы- просто к этому идет, мне кажется, и они или правилами всех уберут какие-то специально, то есть там или реально просто вот знаешь, типа нельзя вот, как тебе сказать, аутентификацию пройти. Потому что у нас очень много стримеров, то есть, а реально будет какая-нибудь проверка, то есть ты будешь стримить, за тобой будут следить, там, сколько перед стримов пройдет, например, просто реально если по общению. Не, ну, на самом деле такая хуйня невозможна. На самом деле. Невозможно, потому что много людей. говорят. Ну да. Но с одной стороны, это возможно, если какой-то бот, то есть он реально будет как-то, не знаю, там, онлайн себя считывать, Хм. твою трансляцию, там, может, как-то, не знаю, нейросеть какая-то будет там пробивать. Просто, мне кажется, реально, вот многих людей уберут просто, вот прям 100%. Потому что сделать у нас столько чистым, как вот наше телевидение. То есть никому, ни Навальных туда не пустят, никогда никого плохого. То есть всех только хороших. Ну, телевидение, Реально. кстати, да, такое. И все к этому идет. Хотя есть же Потому там что- каналы нормальные. Ну, в как смысле? бы, нормально. Я бы сказал. Это какой-то дважды два, где Спанч Боб крутит, что это целый день, блядь. Не, я беру свои слова, брат, тогда. Подожди-ка. Ну, прям там, чтоб свобода слова какой-то было. Ну да, там нет такого. Если ты Нет, это то имеешь в есть- виду такого. Если ты это имеешь в виду, что прямо Да, там да, все что угодно да. говорили, типа все такое. Таких каналов, конечно же, нет. Это цензура, то есть. Конечно, не могут все подряд говорить, но мнений нету. То есть Ну, да. это все реально, то есть прописан какой-то Ну, с одной сценарий, стороны- какой-то, то есть. Оно и понятно, почему они так делают. Реально, какой-нибудь Навальный, блядь, там сядет И даже нахуй. вспомнить старые говорит. какие-то, блядь, различные там, например, Канала, типа. эфиры или еще Эфиры. что-то. Там все приглашали. Там Мавроди, блядь, был, там этого, блядь, Невзорова, там еще кого-то, каких-то гнусных личностей там. То есть, реально, которые сейчас просто Навального того же, блядь, там, ну просто, допустим, какой тоже какой-нибудь там друг, блядь. Но сейчас эту роль исполняет YouTube, кстати. Да, да. Ну вот пока что YouTube просто они не могут как-то на него повлиять, потому что, я не знаю, пытаются как-то подмазаться со своим вот этим там, чтобы на выборы шли, блядь, вся хуйня, но чтобы масса поменяется. Но это скоро все равно будет, потому что мы к этому идем. То есть у нас, как говорится, мы терпим. То есть, и они с этим хорошо справляются. То есть они же не могут сразу отрезать, например. То есть они вот постепенно что-то вводят, например, и все. То есть мемчики уже смешные на стену не будешь, уже тебя в тюрьму посадят, грубо говоря. Блять, я уже не помню, за что там чувака. В тюрьму посадили, чуть потом. Там покемонов церковь половил в тюрьму, блядь, или наоборот Не, половил. ну это ладно. Это понятно там. Да я тебя вообще в Там, общем, то там есть, другой был, там что-то за репост, там какого-то этого. Сука, сообщения. уже любая ВКонтакте. критика власти, если ты выложишь там в письменном или пикче какой-то, то есть это уже статья. А, вот это вот значит.
С Понятно. религией тоже, то есть любой мем смешной там взять там любого какого-нибудь Николая Угодника там, или да любого вообще того человека, то есть там шутку как-нибудь или еще что-то. Все, это уже оскорбление чувств верующих тоже ставится. То есть раньше это ничего не контролировалось, похеру было, то есть всю жизнь выкладывалось, но уже все. Я тебе к чему говорю, то, что это, как говорится, клубок он разматывается, и скоро прям пиздец вообще. Просто это никто не Возможно. может остановить, никто не остановит. Все хорошо, мы привыкаем к этому. Я вообще привыкаю без компьютера порой жить, блядь, то есть вообще нахуй уже, типа, как раньше сидели там на лавочке, пили, блядь, такой, то есть вот мы к этому возвращаемся. Хорош Блин. высказываться, хорош это. Посмотрел видос там по старым временам, типа ностальгия, там что-то отзвуки прошлого называется. Канал такой прикольный есть, там, как он назывался, не помню. Эдвард Вольф, по-моему, назывался канал. Там такая тема была, там локальная сеть, типа как локалку там пацаны типа с района протягивали. И, блин, до сих пор же можешь такую хуйню провернуть. Просто локалку протягиваешь и с друг другом болтаешь. Наверняка я вот думаю, то, что есть какая-то такая сеть, которая она, ну типа, то ли по VPN, то ли еще как-то. Короче, закрытая сеть какая-то по-любому должна иметься. Где все возможно просто. Ты именно про что, то есть? Где вообще все доступно. Там типа... Всего, то есть, что именно в разговоре, что ли? Нет, там типа... Ну и в разговоре, там и жестокие видео, там всякие там агитационные, неагитационные видосы, не видосы. Там, короче, всякая такая поебень. Прям настоящий Даркнет, типа, хуй знает. Нет, все выдумки, не бывает. Не, ну локалка же существовала. Нормально. Работала же. Каких даркнетов нет, только, блядь, белый свет на интернет, блядь, настоящий, никаких там даркнетов. Блядь, что за хуйня? Как легенда какая-то, типа, знаешь, там вот как Silent Hill какой-то, есть город Туман, блядь. Или как там его? И, бля, прикинь, забыл этого имя. Длинного уебка. Вымышленного тоже. Вот, типа... Слендермен. Да, Слендермен. Да. Слендермен. Ладно, чувак, я все, мне друг написал, надо немножко отваривать. Чё, Хорошо бухать? с тобой поболтать. Да. Эх ты. Да, вернусь я завтра. Буду ныть, блядь, по другой части, не по такой, а то, что, блядь, похмелье плохо. Че, завтра во сколько проснешься? Нет, я проснусь, надо в город съездить, блядь. Вопрос решить. Ближе к вечеру, короче. Понятно. Давай. Давай, хорошо тебе пройти игру, если она вообще проходима. Ты, блядь, уже 10-й стрим запустил, блядь. Нахуй, инстапиздил вот этот, блядь, собака обстреливаешь, блядь. Ты чё, только Ну, хансер, что ли? скажи же, как бы, все же лучше, чем Overwatch. Не, ну тут согласен, конечно. Да. Overwatch, блядь, это вообще... А ты что, кстати, в WoW Classic не идешь играть, что ли? Да я думаю все. Все думаю. Бля, я не хочу, блять, начинается заново качаться, как вспомнишь, блять, сколько лет хуярил, там, канцер качал, там, еще кого-то, мага, блять, не, в жизнь нахуй не верну. Ну а так, Лучше типа, тебе играть было только на бы... актуальном сервере, блять. Ну а так, типа, тебе вот тупо было бы интересно посмотреть, да? И все, да? Просто вспомнить старые локации, побегать. А. Блять, а чтобы реально, типа, серьезно браться, как раньше, никогда в жизни. Ну это понятно. Пиздец, блядь. Тут опять СРЛ меняется. Да и уже, знаешь, такой эмоций не будет, когда первый раз с этой игрой познакомился, сейчас уже как все уже. Ну прошло. естественно. Это знаешь, как, типа, старая одноклассница, в которой ты был влюблен, а сейчас уже старуха с детьми. Да. Ладно, братан, все, удачи, всех хорошо. Давай. Спасибо, что заходил. На Токио копим и едем. Давай. Блин, на токен накопить было бы, да. Капец. Я сейчас вот
на Японию как бы типа смотрю только по всяким этим видосам. Или... Нет, даже не по видосам, я хотел сказать, а по старым видео, вот. Типа там... Не так давно, например, по телеку крутили Васаби с Жаном Рено. И, блин... Сейчас же Япония совершенно совсем другая, наверное. Вообще, другая там картина стоит. И так любопытно, какая сейчас она. В воображении прям рисуется тупо город будущего. Просто лучший город на свете. И типа роботы есть там в обслуге. И все такое. Логово незрячего. Что за нахуй? Незрячий. What the fuck is незрячий? Ну ебать. Стиратель. Мать твою. Ах ты ж, сука, срань. Ебать, что он делает? А, сука! А, блядь, ты ебанулся нахуй! Охуевший мудак, блядь. Блять, мужик, успокойся нахуй. Ах ты хуета, блять. Он опять это сделал, сука. Лег и нахуй использовал, сука, лечилку. Ёб твою мать, ты серьезно? Сука, надо его убивать. Срочно убивать нахуй. Мри, говно!
Сука. Найс. Да, немного напрягся, да. Охренеть. Вчера он, блядь, огнем спамит. Ублюдок такой. Что-то начинаю подумывать о том, чтобы еще один осколок дракона, типа, сделать. Ну-ка. Сейчас мы активируем этого стража, или что это за хрень, который он там сидит. Ого. Ну-ка. Ебать! В смысле? Пиздец! Ну я не хотел, правда. В рот ебись. Вот это вот. Я вот пиздец, я в ахуе просто, блядь, серьезно. Я не был готов, я вообще не был готов к этому. Пиздец. Что за дерьмо? Сука. Турели еще вызывают. Я хуе. Блять, у тебя вообще нету слабых мест, что ли? Ёбаный ты ублюдок. Мать твою. Ебать, вот мне вот сейчас я вот не выживу, 100% не выживу. Ну конечно, блядь. Две, сука, турели стоят, спамят по мне. Бля. Ну хотя бы так. Хотя бы так. Блять, серьезно? Ёбаную перилку попасть.
Мать твою. Ёбаная. Сука! Вот что это, блядь? Он стоит, копается, ёбаный рот, нахуй, блядь. Сколько он там копаться будет, блядь? Пиздец. Что это, блядь, ебать было вообще, нахуй? Стоит, сука, блядь, дрочит, нахуй. Пиздец. Ублюдок, мать твою. Вот и они. Блять, вы ж, сука, хули не ломаетесь, охуели что ли? Сука, пиздец. Это что было сейчас, нахуй? Умри, падла, умри! На, гандон! Фу, пиздец. Я хренею. Вот же сукин сын. Прошу прощения. И все же шучу. Значит, к делу. Хорошие да. Береги себя. Здравствуй. Слепых, чем. Впрочем, не важно. Тебе также нужен. Итак, я постараюсь. Например, увы, нет. Я постараюсь. Что ж. Слепой слышит. За 100 кусков лома я поделюсь одним секретом. Многим известно. Сунь круг, а вот благодарю за сделку. Херня, не секрета полная. Да и не к тебе, и к собаке. К этой чумной больной собаке.
Интересно, что это будет, оружие или модификатор? Какая-то древняя хуйня. Модификатор. О, я видел одного чувака, там он турели мог вытаскивать. Походу это то самое, да? О! Призывает пустынный череп, который выпускает снаряд на начале 15 минут. А, нифига. Ага, иди уже. Иди уже. Турель, нахуй. Эй. Береги себя. Иди уже. Иди уже. Как будто бы, блядь, я прям перед ней только и торчу. А, блин. Ёбаная цитадель. Не к добру это. Нормально. Чего? Они пофиксили эту хуйню, что ли? Проклятие цитадели не снимается? Кажется, у меня проблема. Вот дерьмо.
Ну конечно, сломанная хуйня. Да ну, блядь! Быстрее! Ебать! Как же ты долго!
Бля, заебал. Привет, зомби Фокс. Лол. Вот это прикол. Да ты заебал. Чё ж ты хрень не ломаешься? А, в рот ебал этот данж. Он по сути уже пройденный. Там мне уже 600 лома накинули, а сейчас я до конца дойду и получу, блять, ебаный цепной, как его. Цепной меч, или как он называется, цепной череп. Короче, срань какую-то получу. Нахуй надо. Интересно. А вдруг он может сломаться? Так, типа... А вдруг я могу его сломать такой вот тут хуйней? Нет, видимо. Ты за информацией? И я тоже. Так, давай попробуем турельчики.
Ну, в принципе, неплохой урон. Это еще что? Чё до куда дошел? Да, в принципе, последнего данжа. Сейчас будет последний данж этой локации, потом Бессмертный Король. И у Бессмертного Короля будет пиздец. Я чувствую. Но чувствую, охуеем мы. Ну как мы? Я охуею. Я охуею. У Бессмертного Короля. Я уже местами охуеваю в некоторых местах этой игры. Я уже двух каких-то неизвестных мне боссов убил. Могу турели вызывать теперь. А? Охуенная турель, просто замечательная. Особенно против этих черепов хорошо. Самое главное, бьет очень точно. А? Классно. Да, прикрой меня. О, симулятор.
Капец, они долго стоят эти турели. Ебать, он сломал турели. Фух, так, хорошо. Пиздец, когда конец этого данжа, он такой длинный. Пиздец, этот данж бесконечный. Просто я тут бегаю уже 1000 лет, блин. Справился. О, неужели он кончился? Как только я заныл, он кончился. Фух. Офигеть.
Хабиба! Бункер? Ой, я тут еще не был. Нихуя себе. Ну и срань. Блять, он сразу же разъебал эту турель. Я понял. Так. Так. Черепа. О, попробуем так теперь. Через черепа играть. Дай, сучара, выйти, блядь. Нет, ну эти хуёвые черепа не помогают.
Да сука, блядь, полечись, пожалуйста. Пиздец, там туннели. Класс. Еще один. Да блять! Ты, сука, серьезно, блять? Ты хуйня ебаная, серьезно, блять? Пиздец, нахуй. Шипы, блять. Оптимальный вариант, как мне кажется. Ебать, он там бегает, ну. О, привет, Квантум, блин, Том. Ах, твари. Собака. Собака. Так. Короче, Рой пускай работает. Какой-то
Стрёмный босс попался. Коля вообще не сможешь. Да, я его убивал уже. Но в этой сложности еще, да, возможно, я там прикурю. Я Коля уже ёбнул однажды. Смогу еще раз. Ну, знаешь, не для таких препятствий к тебе зашел. А, не для таких приветствий к тебе зашел. Сорян, если чё. Просто тут у меня... На, держал говна кусок. Вот он там немного охуел, наверное. Ах ты собака. Ты мразь, откуда ты взялся, ёбаный рот? Беги, придурок, беги. Сколько вы часов уже пилишь? Да хуя чего. Не знаю даже сколько. Стой, 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 стой! Гандон! Хуеть. Видели, там кропаль такой маленький был. Жесть какая-то. Я сейчас перешел на высокую сложность. Это уже, считай, второе прохождение на самом деле. На кошмаре. Ну, с кошмара я слез. В кошмаре там слишком жестко. Решил там не это. Судьбу не дрочить, как говорится. Ты ебанулся нахуй. Ты чё такой дерзкий, сука? Это что за хуйня? Пиздец, вообще игра на... Хуевертит меня как хочет вообще. О, чуваки, 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 чуваки. Блин, если честно, точнее, если точно сказать, сколько часов? Сейчас 7 часов. Сейчас 7 часов пилим. Шпили-вилим уже 7 часов. А общее время в этой игре надо бы посмотреть в Steam, сколько там получилось. Так. Разрыватель моего очка, блин. Урод вонючий. Пиздец, вот этот удар, нахуй, чувак, ты вообще ебанутый. Взял, блин. Пиздец. Нихуя, ребята, флексит вообще. Вот, ребята, флексит, так флексит, нахуй. Раз и все, бля. Как Крысыч последний. Бля, критани по жесткому, пожалуйста.
Вангой общее время в игре районов 70. Возможно, да. Умрите нахуй. Патроны, 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 патроны. Как можно больше патронов. Так. Твари, блядь. Ну ты крыса, бля. Вы ебанулись. Охуеть, я упал. Сука, беги, блядь, заебал он. Стоит, блядь, ворон считает, нахуй. Пиздец! Ай, блядь, эта игра нахуй. То урону не хватает, то еще какая-то поебень. Блядь, пиздец эта игра, ёб твою мать. Ой, бля, что делать нахуй? Что, сука, делать? Что, сука, делать? Чутка оставалось, это да. Прям чуть-чуть. Дай-ка я в мечей выставлю мечики свои. На, сука. Ну вот это вот урон хороший был сейчас. Ну давайте, мрази, вы где? Да блять! Ящик гранат этот. О, я вспомнил. Эти суки мне сейчас так охуеют, блять. Просто, бля, не ёбнутся у меня. Где эта хуйня? Не-не-не-не-не. Камень гравитации, блять. Все, нахуй. Пиздаем, блять. Ща им пизды дам, нахуй. Мрази, ёб вашу мать. Повышает урон ближний, это... В 25. Не, я так не хочу. Эффективность брони, бля. Ща я танком буду, сука, хуй меня возьмете, бля. Что там у меня? 449 нахуй брони, бля. Ну, попробуй теперь меня возьми, сучара. Плюс, нахуй, плюс, блядь. Вот так вот, сука. Что ты на это скажешь? 499 брони, блядь. Давай, гандон.
Попробуй меня теперь возьми, собака. Я позволил ему слишком близко подойти. А это была моя ошибка. Знаете че? Знаете че? В таких случаях надо делать. Ща будет тема. Бля. Ладно. Блин, как же ты долго включаешься, говна ты кусок. Давай быстрее. Блять, как убью этого ублюдка, надо в душ принять. Пиздец, он душный, пиздец. Я аж, сука, спотел, серьезно вам говорю. С виду стрёмный, блядь. Мопцов еще вызывает дохуище. Просто мразь. Так, на пару с кольцом гравитации плюс усилением модификатора. Бля, сколько урона сейчас я смогу вносить? Если не буду подыхать, как хуй знает кто. Блядь, браузер, включись, ей-богу, нахуй. Ну серьезно. Как он заебал, этот браузер, сука. Блядь, 1000 лет включается. Так. Да забей, смотри на эту симу. Ща. Не то чтобы я так сильно переживал по этой игре, но, блин, просто пригорел и молясь. Иногда, блин, игра еще кривит. Пипец как. Так. О. Ну понеслась, бля. Давай, сука. Да хуй заебал. Урод. Капец, весь с пантологии меня сбил уебок. Давай, гондон. Так.
Ай, крысыч, блядь, сбоку ударит, конечно. Куда ублюдок сбежал? Твою мать! Как много тут токсичного дерьма. Блядь! Кауч! Беги, говно! Ты охуел уворачиваться? Бля. О боже, о боже, 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 боже. Сука, он на таких крополях ушел, серьезно? Только появись, мразь, я тебя убью. Где он, где он, где он, блядь? Не вижу его, сука. Да где ты, твою мать? Ах ты, гондон, где он? Боже, сука, ублюдок, нахуй. Где он прячется? Не, ну не ублюдок ли он, нахуй? Ну охуел, что ли? Ах ты... Блять, назвал бы я тебя, нахуй. Ебать. Пиздец. Бля, в рот ебал, нахуй. Блять, где ты гулял, шлюха? Охуеть, я чуть не охуел сейчас, блин. Вот если бы он и появился, я ёбнулся бы точно. Пиздец. Гандон, нахуй. Где ты гулял? Твою мать. О, сучара. Кошмар просто. Тролли, ёб твою мать. Пиздец, где-то, блядь, в катакомбах прячется, мразь. Да, это было бомбически прям. Я бы сказал. О, нифига, на улице туман.
Прям Silent Hill. Нифига, я прям как боец из контры, нахуй, прыгаю. Сальтухи делаю в воздухе. Так. Ща. Сначала сбегаем в этот. В блок 13. Бродяга, бродяга. Береги себя. Эй, бродяга. Чё, халон? Её Так. Посмотри в Steam время в игре. А, кстати, да. Так. Стимчанский. А, подожди, я же могу сделать ее вот так вот, да? Мать ты. Да блять. Это что, сука, хуйня? Всего 45 часов? Или я ошибаюсь? Сейчас в самой игре посмотрим, точнее в самом Steam посмотрим. Ну да, 46 часов. Все правильно. Да, кстати, Хант, он релизнулся или нет? Кстати говоря. Чё-то маловато, но ты глянь, какой у меня прогресс вообще. Я там просто пиздец какой жесткий. Игра... Еще в раннем доступе. А когда релиз? Так уже должен быть релиз. Отстань от меня со своей болтовней. Что? Ну ладно. Хо-хо-хо. Осквернитель. Радиоактивный град. Нифига себе, это что за срань? Ага, иди уже. Как она заколебала. Лошадь, сука. Так. О, нифига. Это же дробовичок. Звездой стреляет еще. Скорострельность неплохая. Звук такой прикольный. Так. Осквернитель, значит, да? С каждой доби 62 же, да, получается? Выпускать залпы 6 радиоактивных снарядов, которые рикошетят от объектов к окружению, наносят 49-42 единиц урона от радиации каждый. $56. Ну, блин, надо алюминитовый кристалл копить. Короче, попробую эту пушку я улучшать. Ну чё, пошли бессмертному королю морду бить. Твари этой. А, хотя, подожди, нет, стой. Я бессмертного короля убивать не буду. Я его в прошлый раз убивал. Сейчас я этого говнюка послушаюсь. Пойду в болото. Там соберу все, что мне необходимо. Вернусь к нему, бессмертному королю. Отдам сердце стражи. И все. И получается, я тогда буду, скорее всего, уже сражаться с королевой Роя, да?
которая там находится в болоте. Я так понимаю. Вот с королевой Роя я хотел сразиться, но она прям не хотела со мной сражаться, я бы так сказал. Она прям настоятельно не хотела сражаться. А я ее прям хотел убить. Там же, можно сказать, из-за нее погиб тот мир. Ну как погиб? Она полна жизни, но там жизнь такая, что пиздец, там жить невозможно. Там ад просто. Зеленый ад. Или чисто ради того, чтобы типа доказать, да, я могу попробовать убить его разок. По идее, по общему таймингу стримов 44 часа в игре в среднем. Ну да, где-то так. Да, король, вот он. Я сейчас его прям убивать не стану. Но там хочу у него квест взять и прыгнуть в портал. Ну так чисто доказать то, что я могу его убить. Я все-таки нападу на него один раз. Положу его один раз. Он сядет у меня на колени. И перед тем, как ему нанести последний удар, я типа поддамся и умру. Мне его сейчас незачем убивать. Я хочу отдать ему сердце стража. Бродяга. Ладно. Какая жаль. Например, я знаю, что тебе нужно. Давай правду. Он, короче, дохуя жил, он супер крутой. Говорит то, что он супер опытный. А что ты хочешь взамен? Ключ об пасе. Предлагаю сделку. Нетронутый гуари. Нетронутые корни. Мир. Кроме того, его жители боготворят одного зверя. Принеси. Что ж, войди в портал. Так, портал открыл, хорошо. А теперь я откажусь. Это просто невыносимо скучно. Надеюсь, ты намереваешься принести мне сердце. Спесивое дитя. Они даже намного быстрее отлетают, чем в прошлый раз. Блять, сука, не бей меня, мразь! Сука, у него я видел ножи. Как только вы видите ножи, бегите, блять, прочь просто. Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Братишка, ты сейчас только что умер, нет?
Пиздец, покчамп. Это еще не конец, это не конец. Сука ты, блядь! Как меня эта хуйня бесит, это уже пиздец. Ну и все, он умер. Считайте, я его убил на самом деле. С первого трая причем. Нормально. Мне сейчас один раз ему в голову выстрелить и все. Но сейчас я не хочу убивать. Я хочу выбрать альтернативную, так сказать, концовочку. Чё так легко? Да, просто, понимаешь, я уже готов к нему. Просто у меня есть опустошитель. Это раз. И это самое главное. У меня есть опустошитель. Я могу возродиться. От этого мне легко. Я там уже сколько раз? 2 раза лег точно. Считай, ты первый раз с ним встречаешься. У тебя опустошителя нет. Тогда ты охуеешь, я тебе говорю. Я сейчас, у меня просто есть опустошитель. Я его могу положить. Ну и к тому же есть вот это вот бум-палка. Бум-палочка маленькая, которая наносит дохуища урона. Если, ну, с вероятностью 20% я могу ему нанести там 30%, ну 300% плюс урона. Ну ты видел, 9800 с чем-то и в легкую ему залетает в голову иногда. А это чуть ли не все его хп просто нахуй уходит. Это вообще жестко. Я его могу легко убить вообще. Изи. Так, теперь самое главное пройти вот этот пиздец. Это ёбаное болото. Это кошмар просто. Вот вспомните все болота, которые вы ненавидите в играх. Вот просто все вспомните, да, болота, которые вы повстречали в видеоиграх, и сложите их, сука, вместе. И умножьте на 2, нахуй. А то и на 3. И получится вот это говно. Самое ненавистное болото моей, сука, жизни. Это пиздец какой-то. Просто кошмар, блядь. Я так ненавижу эту локацию. Но сейчас, мне кажется, мне еще более-менее нормально, потому что у меня снаряжение еще топчик. А до этого я просто нон-стоп охуевал в этой локации. Я от этого места первое время отойти не мог. А потом так, ну типа постепенно продвигался вперед. Так, что там? Ага, хорошо. Самое что хреновое в этой локации, она очень длинная. Пиздец, какая длинная. На самом деле, да,
Если убить бессмертного короля, можно очень сильно скипнуть этот момент. То есть вы можете даже вот в этот мир не заходить вообще. А ты так и не играл в серию Fallout? Почему? Я играл в серию Fallout. Я играл в серию Fallout. Я еще вот хотел было бы запустить. Так. Там лабиринт, просто выхожу. Почему я играл? Я вот единственный Fallout, который я не играл, это 76. Первую часть проходил полностью, вторую часть до конца не проходил. Ну там где-то дико обламывался. Но мог бы пройти, в принципе. Мог бы пройти. Игра, в принципе, мне нравится. Нью-Вегас. Да, Нью-Вегас тоже проходил. 4 тоже. 4, пожалуй, самый худший Fallout из всех. Просто наихудший. Он мне 76 говно, я знаю. И тот Говард это знает. Мудак, он вонючий. Бля, прикинь. Патронов не осталось. Да. Тот самый, так как говорится, случай, когда все знают, кто пернул в комнате. Это про Тодда Говарда. Сам Тодд Говард знает, что он обосрался. И все понимают, что он обосрался. Надеюсь, тут много симулякров будет. Я один уже нашел. Надеюсь, их тут 2. Нахуй. Неплохой урон был. Только ленивый не материл Говарда. Это да. Ой, блядь. Мужик. Срань. Ну вот урод вонючий. Фак. Вот это вот худшие враги, блядь. Просто пиздец. Уязвимых мест нет. Еще и при этом, блядь, не сразу умирают. Сидят, регенерируют.
Я сперва не понял, что он присел на колени и что мне с ним делать дальше. Я в него стрелял, а у него везде сопротивление. А оказывается, надо стрелять по тому месту, где у него вот это вот свечение идет. А кто бы, блядь, мог догадаться? Но только не я. Так. Блин. О, я вот, знаете, сразу две мысли пришло мне в голову. Было бы круто, типа, поиграть World of Warcraft, говорю. Этот, как он называется? Star Wars KOTOR. Поиграю там RPG. Кто-то тоже рекомендовал мне потом RPG. По-моему, Виктор, ты как раз. Ну, стоит оценить. Его там прям все хвалят. Там. От российских разрабов. Ага, я знаю. Так вот, о чем я? Мне пришло сразу две мысли в голову. Там, типа, поиграть Star Wars KOTOR. Knights of the Old Republic. Но также пришла и мысль о том, что вот в этом самом Knights of the Old Republic есть болото. И оно такое же длинное, по-моему. Я такой сразу, ой, ну нахуй надо. Лень так стал сразу играть. Такой сразу, хуёвая идея, нахуй. Это Fallout 1 и 2, 2К19. Он в этом году, что ли, выходил? Нихуя себе. Я думал, в 18-м. Не, на самом деле, типа таких вот фанатских игр, ну, как бы фанатских игр, грубо говоря, фанатских игр, типа на дышке Fallout или типа того, до хера. Или в декабре 2019, 18. Типа, была какая-то еще игра, она как-то называлась, я не помню. Но там сюжет такой, то что все люди тусуются в одном большом небоскребе. И ты там, типа, ну, выходец в этого небоскреба, житель этого небоскреба. Всю жизнь там жил и все такое, и пришло его время там, типа, выбираться, там что-то, короче, какой-то такой сюжет. Только зачем и почему выбираться, я уже не помню. Как-то она называлась. У нее название такое было, типа название самого небоскреба. Это и есть название игры. Как-то он назывался, типа что-то типа Sky, ну, грубо говоря, типа Skyfall или что-то в этом роде. Там даже система Special немного другая была. Короче, вообще полностью как самостоятельная игра, но один хуй как Fallout. Ну, капец как похоже. Блять, кошмар, если бы он еще и встал. Блин. Пощада игра. Дай мне выйти с этого ебучего болота. Плес. Найс. О, ну, слава богу.
О, опять вот мясник. Угу. Так, как бы мне этого мясника заебашить? Да так и заебашу, наверное. Как есть. Блин, Шрек. Get out from my swamp. Или как он там говорил? Говорит не по-русски. Ха-ха, жопа. Блин, погоди. Прям в очко залетай. Пиздец. Прикольный баг, да? Оу! Фак! Слабое место — это его очко. Говнюк. Сидит там, угорает, как придурок. Так. Блять, ебать, прям глазенку ему. Пиздец, больно, сука. Вот это было красиво. Прям было хорошо. Там, где там его подвал? Так. Угу. Хорошо я его ёбнул. Так. Имбовая хрень, да? Вот это вот пожирающее кольцо плюс все эти таланты на урон крита, вероятность крита, ну и прочее поебень. Если сюда еще вместо камня мудрости поставить, там есть одно кольцо, которое стакает повышение нанесения критического урона. Как-то он назывался, не помню. Но если вот его поставить, еще вместо плетеного идола, ну
Ну, либо вот это вот оставить, либо вот оберег снайпера поставить. То есть быстрее будете стрелять и все. Конкретно пиздец устроить этому чуваку. Гарантированно можно будет. Так, теперь у меня защита от дальних атак повышенная. Заебись. Теперь я жесткий. То есть у меня теперь билд такой, что бессмертный король меня может сосать просто. Также и спящий меня может сосать. Ну, теперь буквально все у меня сосут. Кто не нападает в близкую атаку. О, там что-то лежит. Башню сносит вообще. Как собака лает, блин. А, блять. Я вот, знаете, из таких пошаговых РПГшек хочу поиграть больше всего также Shadowrun. Гонконг. Ой, блядь. Он у меня даже есть, по-моему. Да, точно был. Вот его хочется поиграть. Ух ты, это что такое? Острый камень. Новый предмет, оказывается. Острый камень, острый камень. Критический удар в ближнем бою накладывает эффект кровотечения, который наносит 100% от нанесенного урона в течение 10 секунд. Ничего себе. Прикольная хрень на самом деле. Ну это для билда милишника. Блин, может как-нибудь создать здесь милишника и по угару бегать за него в обычной сложности. Ну все.
Бронированные ублюдки пошли. Ты там откуда взялся, блядь? Он тут стоял, что ли? А ты заебал уворачиваться. Нита теперь в игре. Блин, какой-то Нита сейчас присоединился. Блять. Ты, сука, лол, блять. Открыл книжку еще. Сука, почитать захотелось, на. Ебанут. Пиздец. Ублюдок душный. Чего? Ты заебал. Да нет. Ты помнишь такое место, как Зайон? Зайон. Это что, из игры Занзара, что ли? Как она называлась, я не помню. Зайон. Нет. Не помню. Типа похоже на то место. Это Fall New Vegas. Зайон. Походу нет DLC. Я понял. Не, в DLC я не играл. DLC не играл. Я только основные миссии проходил, по-моему. Хотя, погоди, в Fallout New Vegas я, по-моему... По-моему, проходил или не проходил, я не помню точно. Там... Вот точно ли я проходил... Далекий Искал рад твоему визиту и твоей силе. Можно ли рассчитывать... Мы можем... В нашем мире, Корсусе, живет зверь великой силы. Страж, несомненно. Но может ли Искал богат? Никто не предложит лучшей награды. Я на вас не работаю. Пока нет. Но мы
Ну да, я у нее все покупал. Тогда как вот немного такого дерьма. Чуточку такого дерьма. Да хранит тебя Искал. И все. Короче, вот думаю, знаете, какой будет сюжет в данной ситуации? Типа, я, короче, достаю сердце стража и отдаю его бессмертному королю. Потом прихожу к этой твари. И ей становится известно, что в этом мире больше нет сердца стража. И она такая, типа, охуевает. Ты чё, охуела? Где сердце? Ты же, типа, ну, должен был нам помочь туда-сюда. И все. И она охуеет. Четыре DLC, каждая очень в кайф, если разобраться в сути и смысле. Так, короче, я, по-моему, проходил один из них. Ебать, это что за хуйня? Там, где в виртуальной реальности сражаешься за Калифорнию или что-то типа того. Я не помню. Что-то такое было. Типа... Там еще пушки такие футуристичные, что ли, были какие-то. И там в конце дают какой-то ствол. Ну, нихуя. О, сейчас духнатура уровня 2 будет. Душный, блять, болото. Данжи тут самое душное, потому что там твари, блять, просто неимоверно стрёмные. Это ты путаешь с Far Cry. Нет, не Far Cry, как он там назывался, что-то там Dragon, другой. Не-не-не-не, это вообще не то. Там, там еще танки такие огромные, блядь, ездят нахуй туда-сюда. Вот эти вот твари, блядь, дохуя проблем приносят. Вот таких вот ваншотать надо. И нет головы. Нет головы и нет проблем. О, что это у нас? Да, этот предмет у меня уже был. Бля, сука. И в Вегасе нет танка, который едет от слова вообще. Тогда это DLC с 3-го Fallout, что ли? Блять, ну какой-то Fallout там был с таким DLC. Я тебе точно говорю. Точно. Блять, сука.
Блять, ебучий карательный отряд говна вызвало. Ебать, сколько всего она вызвала. Вот так вот дохуя проблем приносит этот таракан. Его прям сразу сдавить надо. Иначе проблем не оберешься. А ведь они иногда жестко ныкаются, по углам, сука, стоят, нахуй. Непонятно, бля. Блядь! По-любому не один. Обычно на пару с такими мудаками приходит какой-нибудь элитный мудак один. Чуть ли не обязательно. Блять, заебал. Вот этого я говна и боялся. Да, блядь, беги нахуй! Бля, больно нахуй. О, сука. Нелегко было. Опять где-то такая стоит. Их два еще. Виктор, ты, наверное, имеешь в виду DLC «Большая гора»? Нет, он имеет в виду Blood Dragon. Blood Dragon, по-моему, назывался этот DLC. Ну, это на самом деле не DLC, а полноценная игра. Fallout Blood Dragon. Но я сам говорю вообще другой. DLC. Ну, это да, будущее. А, в пизду, я просто на выход бегу. Если я бегу на выход, конечно же. Нет, это не выход, нихуя. Блядь, заебал, иди нахуй.
Устал я с вами воевать, блядь. Пошли нахуй. Да хоть пообстреляйся там, блядь, не поебать. Я DLC не играл никогда, ни в какой игре. О, вот этот мудак. Сейчас. Вообще я гляну, как-то она, блядь, называлась. Ща. На ютубе посмотрю. Блять, там походу такого не было, что ли? Fallout. Или это в 4-м Fallout, что ли, была? Да и нет, вроде. Короче, Fallout, просто напишу DLC. Короче, Калифорния, что ли? Блять. Везде вот эта вот ебаная хуйня с 76-м вылазит постоянно. Ядерная зима 76. Блядь, какой же трэш, пиздец. В последний момент, после того, как их дико обосрали, они решили: о, давайте-ка добавим NPC, типа люди вернулись в эти края после того, как там стало поменьше монстров. Блин, идите нахуй. Там еще чел так орет постоянно. У-у-у! Yeah! По любой хуйне, блядь. Пиздец. Broken Steel, что ли? А нет, это не Broken Steel. Война в Анкоридже, по-моему. Да, война в Анкоридже, это Fallout 3, оказывается. Да, я перепутал, это в Fallout 3 было. Анкоридж, операция Анкоридж. Там еще типа зима. Анкоридж. Да, Fallout 3 это такое. New Vegas — это уникальная игра. С учетом 4 DLC мы имеем практически 5 полноценных игр в одной игре. Даже так. Мускусный цех. Ща вот эту омерзительную поебень мы ёбнем.
Блять, а я-то думаю, мне опустошитель стоит. А, ебать, 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 ебать. Ну ты ебанат, сука, зачем я тут стоял, бил его? Охуеть. Вот это, блять, у меня решение, просто так решение, нахуй. Сука. Как же меня бесит такие враги, у которых, сука, нет слабых мест. Их надо дрочить, дрочить прям. А, ты заебал! Опять он, сука, блядь, лег на колени и использовал, блядь, драконье сердце. Сука, заебал. У меня их и так только, сука, только три штуки, блядь. Ёбаный рот. Мразь, блядь. Ёбаное болото. А ведь я мог бы их, блин, скипнуть, убить этого, блядь, ёбаного бессмертного короля, но... Хуй теперь поделаешь, я уже практически прошел эту локацию. Пиздец. Ебать, и злой нахуй. Блин, такой туман балдежный на улице. Солнце светит, туман такой. Знаете, он такой густой. Прямо по низу идет. Сверху там типа крыши видны, а по улице не видно. Прикольно, блин. Нью-Вегас со своей корявостью и несовременностью очень глубокая игра. Да. Сейчас это, кстати, совершенно так-то... Локация изменилась сильно. Я помню, она в прошлый раз была немного другой. Да Нью-Вегас, она атмосферная очень. Неважно там, по сути, какая там
график и так далее. Главное, чтобы было, ну, смотрибельно, ну, как-то, чтобы не кривило им лицом, прям, так сказать. Там атмосфера хорошая. Как дела? Начало такое прикольное. Повествование самое то в этой игре. И в Вегасе. Всегда в тебя верю. Да. Конечно. Курьер, которому уже на все поебать. Его только что убили, по сути. Он такой идет и такой, типа, говорит: ну, сука, я пойду мстить нахуй. И идешь. И все. Иди уже. Завали уже. Все, закончили. Нет у него нихуя. Блять, просто нахуй. Пам, нахуй. Что ты? Что тебе? Так. Что-то я хотел качнуть. Да, качну это. Потом. Нихуя дробовик так-то мощный. 130 урона. Осквернитель. Это и есть дробовик, по сути, кстати. Репульсор. Ну-ка, дай-ка... Или погоди, что у меня более-менее нормально прокачанное? Дай-ка арбалет качнем. 345 урона. Сто 54 будет. Нифига. Так, где... Вот. Они, в принципе, не такие уж супер тяжелые. 125. А штаны, которые на мне сейчас, они 108. Угу. Ну ладно. Пистолет, пулемет. Блин, столько всего можно на максимум улучшить. Так, ладно, давай-ка попробуем осквернитель. Лимонитовых кристаллов не хватает. До встречи. Поу. А прикинь, он такой умирает на самом деле. Башка взрывается у него и все. И ты такой, ебать! Нет, такой охуеваешь. Убиваешь единственного чувака, который тебя может прокачать. А я батлу первую играть буду. Скачать решил. О, нихуя себе. Первую батлу. Я на нее только на ютубе смотрел. И на стримах только. Как батлу люди играют. Будем выманивать мразей.
Значит, там есть лестница. И тут есть круговая. Вот она. Нелегко было. Ладно. Лучше поднимусь посюда. Хуй, я ты нагнулся. Парень прямо циркач, вернулся от пули. — 1500. Ёшкин кот. Мать твою. Это было близко. Если бы эта мразь завизжала бы, тут еще до хера бы всякой мрази прибежала бы. О, как я устал. Ёбаное болото, блядь. Пиздец. Наебало рать нахуй. В пизду. Короче, просто пробегаю. Я думал, никто не против не будет. Просто пробегу, блядь. Я заебался ныть, нахуй. Пизду. Просто, блядь. Нахуй. Нахуй, нахуй, нахуй. Абаш, нахуй. Ой. Беги, 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 беги. Я вижу свет в конце туннеля. В конце туннеля дерьма. Вот она. Кайф. Блять, окно открою нахуй. Это реально душно. Так, сейчас у нас будет встреча с боссом. Угу. Коробки с боеприпасами. Ауч, motherfucker.
Блядь. Сука! Эти, сука, снаряды, блять, я хуею нахуй. Они еще и просто стоят рядом со мной. Не взрываются, не испаряются. Как обычно при столкновении со мной. А, сука, стоят, блин. Охуеть. Охуеть. А, блять. Ебать, я забыл о нем. Ау! Это как, сука, так-то? Фак. Сука, тебе смешно, а мне, блядь, нет. Ублюдок. Собака вонючая. Да, блядь, ты еблан нахуй. Куда, блядь? Бля. Сука. Патроны вытащь!
Да лечись, ёб твою мать! Ты еблан! Хуль ты машешь с топором своим ёбаным? Бля, быстрее, быстрее, быстрее. Найс. Хуею просто. Машет нахуй. Пиздец. Патовая ситуация была, на. Стоит, сука, машет топором, на. Еще б тазом покрутил, бля. Блядь. Хуеть, нахуй. Вот это было бы угарно, да. Так, стража ёбнул. Пора вернуться к королю. О! А в кошмаре знаете, что я сделаю? Я, короче, когда буду проходить проходить в режиме в кошмара, там я, пожалуй... Там я, пожалуй, сердце стража по берегу наставлю напоследок чуть ли не. До самого конца буду его оставлять в себе. Вообще не буду использовать. Так, теперь вот думаем. Можно, в принципе, въебать очки таланта все на бодрость, но с одной стороны можно использовать на скорость использования. Вот так вот хотя бы. Потом вот так вот. Вот, более-менее прикольно становится. Куда бы еще его въебать? Ну, думаю, только на это и остается. Либо на приоритеты, либо на ковбои. А потом в конечном итоге я вот на бодрости ебу. Или можно все на бодрость сейчас. Просто реально въебать. Не суть важно. Ну-ка, интересно, что мне бессмертный король-то даст? Я ему еще ни разу не отдавал сердце. Че он скажет? А прикиньте, он такое сердце заберет и скажет: «Ха! Ты еблан! Поверил мне. Теперь умри». Вот это будет хуево. Жалко, тут сохранения, типа, сейфлоуда, типа, нету. Я бы, конечно, проверил этот момент. Пиздец. Тупо веряем сердце стражи этому человеку. Бессмертному королю. Но на самом деле он, типа, на благие намерения хочет, типа, использовать сердце. Ну, как он сам говорит, по крайней мере. Типа, с этим сердцем, типа, у нас все будет заебись в этом мире. У нас все будет охуенно. Заживем. Ну и все в таком духе. Я что, мог сразу сюда переместиться? Блять, не дай бог ты на меня нападешь, мразь тупая. Я ж тебя убью просто. Да. Неприятно осознавать, но я у тебя в долгу. Что ж, я это исправлю, но сперва. Знаешь, а ведь Акари не ошиблась. С твоим приходом началась
А, Я так долго ждал этого момента. Шанса о, вновь вдохнуть в этот мир жизнь. нифига, ну-ка. Ты долго спал и поддерживал меня. Другие забыли, но не я. И сегодня ты возродишься. Вместе мы построим великую цивилизацию. Настала новая эра. Дитя, тебе удалось. И я отплачу тебе. Мой мир спасен. Теперь ты можешь спастись. Или хотя бы умри с честью. Нихуя. Блять, я до последнего прям думал, то, что эта сука нападет на меня, ладно? Нифига, рассекатель прикольный какой. О, Жизнь еще при тебе. С возвращением. Жизнь еще при тебе. С возвращением. прикольно. Так. Нормально. Нормально. Так, сердце я им отдал. Что, они реально будут нормально теперь жить? Тушить? Прямо... Птички запеликают и все такое. Ба. Я всегда Да, он нихуя не в курсе. Тогда, наверное, в курсе женщина, которая была в начале, которая нас встречала. Хотя хуй знает. В прошлый раз я вот не помню. Я, по-моему, после того, как убил бессмертного короля, я также возвращался к этой бабе. Но эта баба на все хуй клалась. Свой несуществующий. Ей было реально насрать. Жив он, мертв он. Мертв этот он. Как его, бессмертный король. Хотя сама вроде как молилась. Доброй вам встречи. Он правит. Врата закрыты. Доброго вам. Да. Ну и хуйня. Сигналка, бля. Ме. Так.
Корсус говна. Нахуй нужен он. Нахуй он нужен. Так. Мне вот туда как-то перебраться. А я смогу, интересно? О, оп! Лол, я еще и умер. Мне вот что-то кажется, то что я могу туда перебраться. Вот хуй знает почему, но мне кажется, прям очень сильно. Так, давай-ка я еще сюда кольцо. Сердце волка одену с повышенной скоростью. Так, блин, даже не знаю куда. Ага. Да блять, сука! Хуйня сверху, блядь, перекрыла мне прыжок. А ведь я мог на нее запрыгнуть, кажется. Да блять, опять. Чуть-чуть не хватило. Бля, далеко! Черт! Мне прям казалось, что она близко. О! И я умер.
Блять, реально на них стоять, оказывается, можно. Пиздец, давай. Кажись, можно туда подняться. Можно. Я вот переберусь на ту сторону и посмотрим, что там есть. Нахуй. Они ж, сука, любят загадки загадывать. Такие загадки, нахуй. Fuck! На какой бы такой прыгнуть? Блин, мог бы на этот спрыгнуть. И мог бы добраться туда, наверное. Блять. Ладно, еще один раз прыгну. Еще один раз. Не стоит прогибаться под этот изменчивый мир. Блять, я думал, на него вверх вот так вот поднимется, ёб твою мать. Он слишком средний, что ли, поднялся. Блин, такое ощущение, что эта хуйня может там, типа, нормально выстроиться, вот, типа, в платформу. Но для этого нужно что-то, типа, сделать. Какой-то очередной квест. Который опять никому не понятен, нахуй. Чё ж я не прыгнул-то, блядь? Я так близко был сейчас. Что-то прям передумал.
Так. Да ну, блядь, чё он так скользнул жестко? Нихуя там собака злая. Блять. Еще нахуй это. Пойдем к этой ебаной королеве. Или как она называется. Убьем ее, надеюсь. И оставим умирать тот мир в Корсус. Но сначала блок ебнем. Потом переместимся к этой жащей твари. Ребята, вот тут еще Виктор, Том, Филипп, кто-нибудь? Да отстань ты от меня со своей болтовней. Да? Ага, иди. Так. Эй, бродяг. Эй, бродяга. Так. Бродяга. Блин, ламинитовые кристаллы нужны. Дерма. Королева эльфов. Эльфов. Так, послушаем, что она скажет нам. А сердца нет. У тебя получилось. Ты отдашь нам его сердце? Нам тоже жаль. Но мы не теряем. Что ты хочешь? Она дура, что ли? Когда служишь Сердца больше нет. королевой? Искал. Нам не нужны те. Общая цель дает нам силу. Искал — это ключ к Искалу, Викс-червь. Позволь ему заполнить твою хрупкую оболочку, пока на их месте не остается один лишь Искал. О да, чужак. Мы рады. Викс червь. Викса черви нету. Ни у тебя, ни у меня. Да хранит тебя Искал. Искал. Да хранить тебя искал. Убить бы хотя бы одного жучка, и она бы типа охуела.
Сказал бы там что-нибудь. Ты чё, сука? И напал бы на меня. Жалко, с ней сразиться нельзя, видимо, вообще никак. Что так и сяк. Так, лабиринт. Потом идем направо. И в мир друидов. Дриад, точнее. Друидов. Дриадские друиды. Да. Да. Же есть. Же. Так. Ай, блин, я подумал, лестница вверх идет. Каким-то, блин, образом. Гоп. Так. Собака. Тут красиво. И это подозрительно. Красиво, басы нахуй. На. Подозрительно красиво вот сюда. Так красиво, что подозрительно. Вот вам новый прием, кстати, подката к девушкам. Только подходишь и говоришь, ты подозрительно красива. И все. И он такой, ля какой. И все. И у вас семейная жизнь. На нахуй. Умри, шут. Что он сказал? Он сказал, бой. Неплохо. Not bad, not bad. Хороший такой оружие.
О, нифига. Так. Пом-пом-пом-пом-пом-пом. Итак, вы получаете сердце волка, бля. Факультет. Воистину, я счастливейший из фав. Я не... Все для чего-то нужно. Разве не я? Мои возможности желаю ему... Не, погоди. Не все. И у вас открывается дверка. Лечится быстрее или нет, непонятно. О. И до вместе. Пам-пара-пара-пам-пам.
Факультек. Жареных гвоздей не хочешь? Жареных гвоздей не хочешь, а? Справился. Хуя тут гроб прямо стоит. Блять, в этом лесу что, киты обитают, я не понимаю. Кто там? Песен китов в лесу. Ебаная амазонка. Свои. Да блять, мужик.
Нахуй мрази. Справился. Я знаю, что ж, факультет, они бы спасли. Королева держит его в зит. Я Эша. Я Эша рада. Это Наву. Это Наву. На самом императрица. Эти раб. Это. Много. Знать. Я нашла. Хотела бы, да. Он сказал, последний раз. Но знать поймала. Это долгие годы и плоты. Знать я знала многие запасы, чтобы они были не. Я была, хотя я удачи в поле. Я Эшера. Удачи. Покультик. Удачи тебе, покультик. Не кажется ли быстрее восстанавливается жизнь, я не пойму. Непонятно. Нужны вещи. Бока. Да? Что? У меня полно. Иди уже. Завись к хуям. Конечно. Так. Пальто бродяги.
Пока. Да отстань ты от меня со своей болтовней. Oh, nice. Simulacre. Какая же отвратительная хуйня. Нехуй гулять без пистолета. В данном неблагополучном районе, блядь. Чё, лох? Что ли? Так. Да ёптить. Пятитей, блядь, киты нахуй. Нелегко было.
Давай, Виктор. Давай. Нихуя там дальше-то. Хо, вот это необычно. Такое я вижу впервые. Опа, нифига. Ага. В принципе, такие же додики. Нифига, у них урон в голову есть. Вот это прикол. Пойдем наверх. Ого. Всего на все. О, блядь! Ебать! Ты охуел! Вот и они.
Нихуя себе, там что-то лежит. Блин, хорошо, что я сдох. Я там чуть было, что-то не пропустил. Чуть было что-то не пропустил. Такое уже есть. Блядь, Трейден ебаный, умри на. Нелегко было. Ебать, там он там расщепился в дерево просто. Так. Да мать твою, чувак.
Ой, так. Сад мучеников. Ну и название. Да заебал. Он... Я вот не пойму, честно. Он целится или не целится? Он то, блядь, рандомно бьет, тут прицельно бьет. Хуй пойми вообще. Я уж подумал, ну, блядь, похуй. Расслабиться можно. Можно погулять, походить, побродить. А, нет, оказывается, блядь. Гондон любит еще и это, нахуй.
Нахуй, сдохни нахуй. Грозовой кристалл, ебать. Покультек. Джойстик, здорово. Жесток. Береги себя. Здорово. Так. Буревестник. Создает грозовое облако вокруг заклинателя, спускающийся рядом 15-30-40 единиц урона. В радиусе 35 метров. Длительность 11 секунд. Все, закончили. Блин, как много у меня модификаторов этих. Во что играю? Это Remnant from the Ashes. Как бы так сказать, на что похожа эта игра? Она скорее похожа на... Да, проще сказать, просто типа как Dark Souls с ружьями. Но на самом деле тут от Dark Souls так мало. На самом деле игра немного другая. Да вообще, можно сказать, совершенно другая. Блин, вообще нихуя не исследовал, оказывается. Погоди-ка. А центр тогда...
Нет, зеленый путь мне нафиг не нужен. Блин, опять пешком переться, что ли? Сюда вниз. Блин, дофига чего там. Воу, нифига. Чё я могу? Ну, это только выглядит круто. Черт. Так, сердце волка. Мгм. Так, подожди. И сюда я, пожалуй, поставлю... Что там у нас мощное такое было? Давай-ка блинки поставим. Блиночки. Блинки-блиночки. Твои мечи, ножи не наносят мне вреда. Они ничто. Справился. Погоди, какого хуя? Там что, фолиант лежит? Я его не взял. Ты ебать шутишь. Они наступают.
Просто подбежал и убил. Ой, блядь, какой же это пиздец. Ебанись, как их дохуя было сейчас. Справился. Да уж, прикол данной локации я теперь понял.
Вообще похуй. А, заебал. Открытие двери, что ли? Серьезно? Какого хуя, блядь? Что за хуйня, блядь? Сука, что за...
Блять, я чего-то не догоняю или как вообще? Привет, браулер. Бля, я понял, в чем проблема была. Я здесь вот именно не добежал локацию. Пиздец, прикол, блин. Твою мать, надо было сюда. Ой, блин. Сука, какой кошмар, нахуй. Ладно, блядь. Нелегко было.
Yeah. Нормально, быстро пробежал. Блинкующий мудак. Легкий, легкий. Так.
А я бы зевнул. Настолько это был увлекательный бой, что просто зевнул. Так. Покултек. Нелегко было. Они триру. Дроу. Воу. Воу. Так, давай-ка я тут... Закупиться надо. Расходниками всякими. Вот. Так. Угу. Нужны. Вещички нужны. До встречи. Пока-пока. Привет. Конечно. Так. 80. Охуеть. Давай хотя бы 30, что ли. Удачи. Что за игра? Remnant? From the Ashes. Иди уже. Так. Все, закончили. Прикольная игра. Типа Dark Souls со стволами, но на самом деле не Dark Souls. По всем параметрам не Dark Souls.
хорошем смысле. Так. Чё прокачать? Нифига, у меня впервые оцинковое железо закончилось. Ну пиздец. Вот это вау. Воу, как говорится. Что надо делать? Мир спасать? Что же еще? Спасаем мир, братишка. Спасаем мир. Чтобы спасти наш мир, губим другие миры, если понадобится. Так, тут я не был ни разу. Что за колокол, блин? Так. О. Так, тихо. На какой мелодии играть-то, я не пойму. Тру. О, сука, злой пиздец стоит там. Так. Так, может где-то есть подсказка? А, да ладно, как много колоколов. Ешкин кот. Так. Вспомнить бы тогда. Раз, потом.
Так. Так, как там было-то? Раз, так. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Там, как-то вот. Там, там. Погоди-ка. Там, там, там. Погоди-ка. Они вообще... Блин, у них расположение еще такое ебанутое. Снимаешь хп как форт. Разве не так? Вот оно же. Пам. Пам. А, блин. Так, сейчас. Патроны поднимаем. Я, короче, хуй знает, я его убью, блин, и все. Мелодии там никакой нет, не нашел я ее. Жесть он какой. Хуя ты приоделся.
Волков боятся. Лес не ходить, да? Нихуя щупальца. О, что это за навык такой интересный? Точнее, не навык, а предмет. Оружие, нифига. Щупальца, оружие. Щупальца, оружие. Нужны ведь. Пока. Чем могу? Давай глянем. Удачи. Все, закончили. Иди уже. Хуя, блин. Что тебе нужно? Сука, что за оружие пошли вообще? До встречи. Не отстань от меня своей болтовней. Бьет кучно, в принципе. О, слава богу. Я просто в тюрьму пришел. Ебать, я уж подумал, сука, очередной данж. И чуть было не охуел. Корень на атолле? Черт.
труд, все. Но ты можешь. Чем могу помочь? Да, оно действует как путь в другие блоки. Вот. Конечно. Я хочу сражаться. Но годы уже не те. Ответ был у меня, но даже достиг... Нет, я не говорю, что не помни о том, через что пришлось пройти. Черт, подготовься к удаче. Хочешь узнать, что... Черт, подготовь к удаче. Ну все. Остался только спящий. Вы с Эндрю встретились. Как он? Он бился долго, и я чувствую изменения. Корень мир уже не то, что корень забрал. Это До встречи. Приветствую. Лабиринт, вот ты, Бородино. Он ждет. Справа. Это лишь слабо, но воспоминания хорошо. Прими этот дар. Ступай осторожно, дитя. Так. Приветствую. Что ты хочешь знать? Нужно еще что-то? Удачи. Значит, лабиринт существует. Мой дед рассказывал о башне в городе. Называл ее дверью к другим дверям. Я думала, это все выдумки. Вдруг он там. Я благодарна вам за труды. Эта тварь долгое время досаждала нам. Теперь будет легче выбираться за припасами. Мы устроили корневую мать как смогли. Она лучше всех нас знает корень. Надеюсь, она нам поможет. Странно. Ведет себя так, будто уже бывало тут. Я буду за ней приглядывать. Кто знает, чего от нее можно ожидать. Сообщите, если что-то нужно. Сообщите, если что-то нужно. За 10 часов уже пришли к долбанному спящему. Рад тебя видеть.
Дети ядра жаждут изменить неизбежное. Им неведома истина, тщетность действий. Мы несем чистоту в хаос, ясность в беспорядок. Все будет поглощено. Это хорошо и правильно. Привет, Стасик. Дети не понимают, думают, что их жизнь чего-то стоит. Дети не правы. Дети не правы. Мы несем чистоту в хаос, ясность в беспорядок. Мы несем мир, равенство, тишину. В наших руках все едины. Дети противятся неизбежному, сражаются в бою, в котором уже известен победитель. Их жалкое сопротивление уже не играет никакой роли. Сколько бы раз они не восстали, они проиграли. Их время ушло. Мы поглотим все. Быстро, кстати. Очень быстро. Давай уже отправляй меня.
Бля. Никакой разницы. Никакой. Надеюсь, в кошмаре хоть что-то будет другое. Не знаю. Ебало кирпичом. Значит. Вот такая вот херня. Такая херня. Нужны вещички. До встречи. Привет. Да. Ясно-ка. Ну все.
Теперь остается только тупо кошмар. Не хватает места. Снова вертолет здесь.
12 тысяч урона.
Опять он, ёбаный рот.
Ах ты хуйня. Нет, чтоб, сука, блять, перекатиться. Я пробил жму, а ему поебать. Сдох посос, привет. Да, истории полно. На самом деле. Истории полно. Ой, ну рассказывать так лень. С армией... Можно по лайтому с армией рассказать, потом... Может к работе перейти. Как было в работе следователя. Я просто давненько не спал, поэтому сижу. Немного подуставший. Сейчас. Дайте мне моментик. Так. Да, истории из армии, они скорее такие житейские, неинтересные на самом деле. Такие, как у всех. По типу... Был у нас один такой парень, который вообще не понимал и не мог выучить устав, по-моему, Дневального. Это было в учебке, а до этого мы, получается, тусили 3 месяца или 4 месяца в части. И из-за этого паренька мы все втухали жестко. Каждый раз, когда он не мог зачитать ту или иную строку с устава. Ну это вообще было... На самом деле, вот сейчас как вспомню, типа весело было. А тогда было вообще не до смеху. Просто нон-стоп охуевание, такое себе веселье. Вот. Да, блин. А истории с работы, например, что интересует, блин? Может, это конкретное?
Твою мать. После того, как возродился, самое главное, эффект заражения еще остался. Пиздец. Да я вообще не понимаю, как работа происходит. В этом смысле. Ну, уж точно не как в кино. Там все намного приземленнее. И вся вот эта вот тема с отпечатками пальцев и все вот такое, вот это вот... да, конечно. Расследовал, заканчивал. У меня закрытых дел где-то 8 или около того. По факту мной закрытых. Были такие вот переходящие дела, также такие. Но вот чем я занимался, это были кражи. То есть не подумай то, что там у меня были убийства и всякое такое. Типа жесткие дела такие. Нет, это была бы не моя подследственность. А подследственность вот убийств и всего прочего, это Следственный комитет. Я не был в Следственном комитете. Я сидел в отделе полиции. То есть занимался всей вот этой вот шушерой, которая занимался кражами и прочей такой хуетой. Но некоторых понять можно. Те, которые занимаются кражами, они, в принципе, не от хорошей жизни так где поступали. Вот это... Да хватит кашлять, блин. Офигеть. А в чем основная проблема была? Где они начинали поступать неправильно? О, там все начинается прям с детства. Прямо с детства. В основном, прям это даже семейное, можно сказать, преступления вот эти вот происходили. Это вот не утрируя ничего подобного, там прямо все вот так вот, да. Вот отец уголовник, скажем. И вот этот самый отец, придурок, он будет прямо вот так вот свою вот эту вот идеологию тюремную вот эту вот задвигать сыну, либо его друзья вот эти вот самые тоже такие будут задвигать такую же тему. Понятия вот эти вот зоновские, пацанские, всю вот эту вот херню. Любят они этой хуйней заниматься. И частенько попадались такие дети, которые, ну, прям реально типа движенцы АУЕ там. Бля, прям наколки на пальцах там у них. Пиздец, это такой стыд вообще. Кошмар. Двоих таких ловили. Ну и они такие спрашивали. Чё, вы типа АУЕ движенцы, типа смерть мусорам и все такое? Пиздец. А они смеются, бля. Я не смотрю, просто головой кручу. Думаю, ёб твою мать, куда катится мир просто.
А дети, молодежь в основном любит знаете, чем вот заниматься? Кражей там Нив, машин вот этих вот старых. Не знаю, прям, сука, любят этим заниматься. У них типа свои вот эти вот машины, и они вот типа конструктор, короче. Любят свою машину себе. Но когда у них спрашиваешь, а хули ты вот на свой, ёб твою мать, конструктор украл 8 аккумуляторов, вот что ты мне на это скажешь? А он такой, ну бля, типа, ему нечего сказать, и остается только сказать то, что, ну, хотел продать, да. Была материальная заинтересованность, незаконная материальная заинтересованность. И все. А как система перевоспитания работает? Да, блин, система перевоспитания, она хромает, я бы сказал. ПДНщики сами охуевают от этой самой системы. ПДН, то есть инспектора, которые занимаются несовершеннолетними. Они просто охуевают от этой системы. Ну, то есть, смотри, у меня вот на практике я закрывал 2 дела по одной несовершеннолетней. Ну это просто пиздец. Это, ну эта дура просто не хочет меняться. Она мне вот, когда в первый раз дело заканчивал, вот, она прям божилась, клялась. Ой, нет, не будет ничего подобного, я совсем буду другой, там, туда-сюда. А хуй там. Один хер она совершила повторное преступление. На сей раз она думала, что сделала, ну, как бы, все по уму, а нихуя. Дуру-то все знают. Как только мне описали ее внешность, я такой, блин, подумал, черт побери, только бы не она. И, блядь, она и оказалась. Пиздец просто. Это как наркомания, если вовлечешься в это, сложно вырваться. Но это, да, не, ну это на психологическом уровне. Не то чтобы прям зависимость, все такое, просто какая-то дозволенность, что ли. Жизнь-то уже по пизде пошла. Это да. Но у детей как бы есть дохера шансов исправиться и дохера шансов не, ну, пойти не по этой вот как бы дорожке. Я таких вот, блин, я таких детей, кстати, выручал, капец. Я 2 пацанов как-то спас от такого. Они все вернули, все вот прямо у них вот по чики-пики. Они прям не этого ли. Уголовку не получили. Там все уладили на месте, прям с потерпевшими, с ними. Я им говорю, ну, блин, давайте-ка, ну, как-то это. Парни туповатые, молодые, я с ними сейчас поговорил уже. Они все осознают, все понимают. И потерпевший такой, ну да, туда-сюда. Думаю, можно им как-то помочь. Ну, и на какую сумму самая большая кража была? О, блин.